Привет. Да, нормально, вроде все выздоровело. Все ок. Жив-здоров. Музыка не перекрикивает меня из игры. Веб если что попозже чуть-чуть просто подрублю. У тебя ведь собеседование было? Как прошло? Ну, отлично. У меня так. Ну, типа предложение сделали, зарплата такая себе, 5 дней недели, хоть и удаленно, но со своей работой я не смогу это совмещать. И обязанности не совсем те, что меня устраивают, что мне подходит. Поэтому пришлось отказаться. Поэтому бомжу и дальше. Но они искали на перспективу, не хотелось людей подводить, чтобы они меня обучились, а я потом просто взяла и ушла оттуда. Ну и я говорю, там зарплата такой себе. Не стоит оно того. Подскажи, музыку не перекрикивай. Ну, сейчас, правда, тихо уже. Да-да. Ну, я просто не хочу свои нынешние обязанности, скажем так, забыть за эти полгода. Не хочу в другую область уходить. Но сейчас ее нету, сейчас ветерочек. Ну, в любом случае, начнем настроем. Ты не переживай даже. Главное, сам выкарабкивайся.
Еще 4 минуточки ждем, начинаем. Не знаю, сколько она по времени проходит. Обычно такие штуки вроде коротенькие. Надеюсь, сегодня ее и начнем и закончим. Поехали. Яй, как мне интересно, все скипнулось. Ничего не видели. Надеюсь, там ничего не было. Какая приятность. Ну, блин. У меня тут коротенькие штуки. Я тебе обещала, что в этом году я в любом случае пройду. Я мама, бабушка Хелен. 80-летие бабули. Мама хочет, чтобы я собрала свои вещи к будущему переезду. Дело вышло долгое, но я почти закончила. Еще пару вещей, смогу вычеркнуть все это из списка дел. Так, надо немножечко чувствительность. Наверное, так где-нибудь. Блин, как красиво. Безумно. Так, вот. Господин Зайчик. Какая прелесть. О, живода, классные штуки. Ну, что не так? Милая комнатка.
Nevada. Home to all manner of Громко. folksy cryptids and cool dads. Блин, как... Господи, у меня ж татушка есть рогатого. Кролень, по-моему. Типа. Отлично. Прикольно. А нам это точно надо? А, ладно, всю хую давайте. Чуть не забыл. Так, открыть. Блин, анимация клевая. А, нет! 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 Сука, как вернуться? Черт. Ну вот, вы не прочитали. А вернуться непонятно. Зачем? Так, читать на R. А я на А случайно нажала. Это она с отцом? Да, я и папа. Чемпиона лазертага. Бигфут. Я женился на Бигфут. Она замечательная. Что? А нам это точно надо? Поиска. А что мы ищем, интересно? Местная легенда или скрытое богатство. Тест Дивайн. Сухой закон в Америке должен был помешать людям по всей стране употреблять алкоголь в барах у себя дома. Но все, чего добился, это бурный рост нелегального импорта алкоголя, особенно из Канады. Так называемым бутлегерством занимались в основном по ночам, переправляя бочки с алкоголем через границу. А огромные суммы наличных обратно в Канаду. Но большую часть этих денег бутлегеры прятали и закапывали в Штатах в ожидании момента, когда их... Так, меня музыку точно не перекрикивает, потому что у меня ощущение, что перекрикивает. Так. А мы ищем тайники с алкашкой? Ага, мы с отцом провели много каникул в поисках возможных мест хранения забытого бутлегерства. Блять, как это читать? Бутлегерского золота. Поиски пока не увенчались успехом, но эти местные легенды и стоящая за ними история так и манит узнать больше. Чуть тише, сейчас сделаю. Продолжение второй страницы, которой у нас нету. Да, а вот в менюшке, конечно, мыши... Так, наверное, музыку просто тише. Она стала тише? Что-то я не заметила. Почему она не становится тише? Ладно. Надеюсь, так быть норм. Что-то она не прям... По крайней мере, у меня в наушниках она тише не стала. Походу, мы очень увлекаемся сухим законом. И их тайниками. Нет. Я не знаю, кто это. А как нас, интересно, зовут? Блин, эффект, конечно, классный. Очень миленько все сделано. А, ну вообще, кстати, мы же можем просто вырубить радио, которое очень шумит. Желаю тебе всех благ в наступающем году. Я тобой так горжусь, бабуля. Какая у нас милая бабуля. Я так понимаю, наше семейство.
Чё, когда отец пришел, вернулся? Приход папы. Возвращение и приход папы. Звучит как-то странновато. Можно взять ее прям с собой? Ага. С днем рождения, Тереза. Как же здорово, когда ты гостишь у нас. Жду не дождусь твоего следующего приезда. Я так горжусь тобой, твоими успехами и тем, какой женщиной ты становишься. С любовью, тетя Августа. Мертвый Oh, right. тамагочи. I was supposed to feed you. Poor little guy. Все мы убивали своих питомцев тамагочи. Тесс и Френ. Угу. 95-й год. Типа Тим Карри. Мы это можем взять? Мне кажется, нам это было сдать вообще, наверное. Тесс, сегодня вечером посмотрим кино у тебя? Да, конечно. Какие фильмы ты принесешь с работы? Будет двойной сеанс комедий. Хочешь знать, что за фильмы? Лови толковую подсказку к разгадке. Какую подсказку? Я ее уже дала. Тесс, не поступай так со мной, ты близка к разгадке. Ладно, что-то интересное. Так, а перевернуть тоже нельзя. Ага. О, как мило. У меня были такие ластики. А видак мы с собой не будем брать? Советы по уходу за людьми с деменцией от внука-подростка. Три советы по уходу за людьми с деменцией от внука-подростка, автора Генри Вуд. Деменция пожилых родственников может стать очень тяжелым испытанием. Я многому научился с тех пор, как у моей бабушки начали проявляться симптомы. Надеюсь, эти советы пригодятся и вам. Это не просто потеря памяти, деменция может приводить к изменению поведения. Человек становится более упрямым или раздражительным, даже если раньше ничего подобного не наблюдалось. Просто помните, это не проявление характера, постарайтесь отнестись к этому спокойно. Будьте гибкими, вы быстро поймете, на какие вопросы вашему родственнику трудно отвечать. Научитесь уходить от сложной или неприятной для больного темы. Если сказали что-то лишнее, не переживайте, воспринимайте неудачу как опыт. Ищите положительные моменты. Если родственник не может вспомнить имя или событие, не исправляйте. Ведите себя так, будто забыть подобное может каждый. Сохраняйте позитивный настрой. Вернуть память близкому человеку уже не получится. Но вы можете создать условия, в которых ему или ей будет хорошо. И помните, не все нужно передавать словами. Иногда простое объятие способно творить чудеса. Интересно, кто у нас с деменцией из родственников? О, плюс 10 баллов этой игре. Господи, это можно бесконечно делать. Так, приседать мы не умеем? Нет, не умеем. Guess I'll have to pack this after my next shift. Угу. Значит, мы в видеопрокате работаем. Нельзя так просто пройти и не лопнуть пупырчатую штуку. Так, куда мы едем? Better leave these where Mom won't see them. Так, окей, мы, походу, собираемся куда-то уехать. Мама не должна это знать. Детройт. Из Детройта? А куда? Куда мы едем? Что-то не могу найти. Тест Дивайн мы. Там как раз наши вырезки, кстати, из газеты были. Мы что-то еще, видимо, пишем. Рено, Эрнео. Это что за... Ладно, непонятно. А можно куда-нибудь его... Она же сказала спрятать. Господи. Врино. Врина. Не знаю, что это, где это. Угу.
Ну, тут ничего такого интересного нету. Зачем настолько ластиков, непонятно, но пусть будет. Андромеда. Театр. Подготовка к возвращению домой. Страница 7. Сезон открыт. Болеем за наших звезд баскетбола. Официальная газета старшей школы Гринвилля. Годовщина трагедии 11 сентября. Тот роковой день 2 года назад изменил нашу жизнь. А это какой год газеты? Это не написано. Как и все дети в Америке и по всему миру, учащиеся Гринвиллской школы навсегда изменились с 11 сентября. Неважно, как вы узнали о трагедии в то утро от родителей или из репортажей по телевизору, вы наверняка помните, где находились в тот роковой момент. За последние 2 года угроза терроризма стала частью жизни каждого из нас, как и термины вроде оружия массового поражения. Когда самолеты врезались в башню Всемирного торгового центра, мы поняли, что мир никогда не будет прежним. После ввода американских войск в Ирак общество разделилось на тех, кто призывал поддержать наши войска, и тех, кто утверждал, что доводы Буша и Рамсфельда для начала войны не обоснованы. Но сегодня мы оплакиваем те 6 тысяч человек, жизни которых оборвались 2 года назад, и высоко ценим жертву, принесенную волонтерами, службами экстренного реагирования и членами сообщества, которые бросились в самое пекло, несмотря на то, что... Все. Ненавижу физкультуру, дети могут поддерживать форму без тренажерного зала. Я тоже не ходила на физкультуру в старших классах. Угу. Мы еще и веб-дизайнер. То есть мы работаем в видеопрокате, пишем какие-то статейки, еще и веб-дизайнер. Нифига у нас сколько всяких занятий. Да нет, вроде бы. Там, по-моему, тоже до 17 где-то лет, нет? Дальше колледж. Угу. Пособие для чайников, для создания веб-сайта. Еще ластики, конечно же. Угу. Это наша бабуля, да? Сейчас 2003 год. Мы нашли листовку с деменцией, которая была выкинута. Наверное, у нее была деменция, скорее всего, бабуля, видимо. И она умерла. Поэтому мы листовку выкинули, потому что уже не обязательно. По геометрии у нас трояк с плюсом, типа. По химии у нас отлично. Так. Странно, потому что по английскому не очень все хорошо. Лошадка. Так, ну билет мы не будем никуда прятать. Хотя мы сказали, что неплохо бы его запрятать. Так, я что-то больше, кстати, ничего вроде не вижу. О, нет. Бегемотик. Мы нашли бегемотика. Упаковать, конечно же. Куда мы поедем без бегемотика нашего? Чё? Вроде бы все взяли. Угу, еще кладовка.
Становитесь такими, как я. Нет, мама в курсе, что мы переезжаем, просто она не хочет, чтобы мама видела билет, чтобы не лишний раз не переживала или что? Что тут еще? Ага. Так. Нам не надо теперь эту рубашку надеть? Нет. Положи. Tess, Yeah? come down to the basement. There's something I want to show you. The basement? What is it? Oh, it's nothing really. Remember, this? Ну, это мило. Почему? Это прелесть. I love it! Where did this masterpiece come from? Your Aunt August made it when she was a kid. It's Lady, the dog we had when we were growing up. And Aunt August isn't a rich and famous artist now? Well, she is one of those things. Not a famous artist, though. We've still got a little while before we actually move out, right? Like a week? Yeah, about. The estate sale was weird. Having all those people in the house, picking through Grandma's stuff. I'm glad it's over. Yeah, me too. Are you okay? Mom. We took care of your grandmother right up to the end, and now they're selling the house out from under us. I know. wanna just take a minute and look around and see what's left. I haven't really gone through everything since the sale ended. Yeah, me neither. That sounds really nice. Just looking through what's still here. Aside from this hell picture, Милая картина, милый Amazing that no песик. one bought it, right? just shocking. So you're all packed up, right? Good to go? Yep, all done. Okay. Well, just remember that Ты на everything's телефоне got что to be смотришь? packed by Wednesday, so we can get it all out of here on До time. среды. I know. Большинство вещей бабушки Херин ушли на распродаже. Мне до сих пор так и не удалось посмотреть, что там осталось. Ну, тут уже вопрос Твича. Ну, там, по-моему, все это настраивается. Не знаю, я на телефоне тоже постоянно смотрю на планшете. Я не думаю, что нам Вантус нужен. Ну, нет, на телефоне я тоже смотрела. Нормально Ooh, все so было. dapper. Was this Grandpa's? Ничего не припрятано. Ну, я думаю, средства для стирки нам не обязательно. Блин, он прикольный. Чё вы какие вредные, клёвые пёся. Я бы себе такого повесила. Возвращение аксиомы и многое другое от умницы со Среднего Запада. Дорогая Милли Колдер. Grandma's advice column was popular, wasn't it? For a little while, yeah.
I felt really lucky that I got to ask her for advice face to face. I remember when we went to that one book signing when I was a little kid. You remember that? Yeah, I mean, people in the audience seemed so excited and nervous to get to Походу, ask her клевая their бабуля questions была. right there in person. Sometimes when I'd ask Grandma for advice, she'd start off with, "Don't tell Millie," but I think she saved her special advice for me. Well, she could have given some advice to herself and realized that taking out 3 mortgages on her house wasn't such a good idea. И вот почему дом продаем. Благодаря остроумию, мудрости и безупречному такту дорогой Миле уже более 15 лет удается очаровывать читателей. В газетах по всей стране можно найти ее мудрые советы, которыми она каждую неделю делится более чем с 55 миллионами читателей. Ни хрена себе. В этой книге впервые собраны некоторые из наиболее интересных советов умницы со Среднего Запада. Нет такого вопроса о доме, воспитании детей, романтических отношениях, на которых у Милли не нашлось бы ответа. Да, бабуля у нас точно топ была прям. Так. Это на улицу. На улицу мы не можем выйти? Ага. Я думаю, нам лучше ничего тут не трогать. Лео Лэмброс, 43 года. Скончался 28 июля 1968 года в Александрийской региональной больнице. Ветеран Второй мировой войны. Служил топографом в 173-м батальоне полевой артиллерии. Разведывал позиции противника с линии фронта. Позже работал в округе Кин строительным инспектором. Ага, это наш дедушка. У него остались жена Хелен Лэмброс и 2 дочери Апал и Августа Лэмброс. Частичная организация похорон осуществлялась похоронным бюро Milton Family Funeral Home. Ага. Какой миленький. Угу. Удостоверение нашего дедуля. Инспектор по недвижимости. Grandpa Leo was An inspector for the county. What's that mean? He inspected things for the county. Oh, great, Mom. Mhm. Thanks. Commercial buildings, mostly. When we were driving around town, he'd point out the ones he'd inspected. I remember he was very proud of inspecting the department store. You know, the big one on Old Main Street. Every foot of Да, у нас бы electrical, такие fire sprinklers, инспекторы были. alarm system, everything. He'd say he was the only thing keeping half the buildings in town from burning down. Electrical fires are no joke. Так, а если мы это берем, мы не можем поговорить с мамой? А, нет, не можем. О, какая уютная кухонка. I'm taller than you were. Who's taller now? You are. But I've still got time. Интересно, сколько нам лет? Ну, тут 16, типа, это последняя отметка. 13, 14, 16. Или это не последняя отметка была? Господи, какой у нас классный дом. Ну, точнее, у бабули, к сожалению, мы его продаем. Печалька. Какие милые обои. No. Why isn't this in the fridge getting cold? Come on, Mom. Блин, а как ее покрутить? Ну, короче, там какой-то маяк. О, погодите. Я должна на это посмотреть. Я думаю, у него мордочка есть. Но прикольный все равно. Горшочек. Ну вот, типа, мордочка. Ага. Господи, это как будто батон в форме кошки. Tomatoes.
с базиликом и перцем. Гарлик. Нет, чеснок. Чесноком. Вряд ли нам захочется убираться, правда ведь? Интересно, что за комната? Эту нельзя открывать. Tropically fun and tropically sweet. It's tropical hippos you gotta eat. Хлопушки. Хлоп-хлоп, хлопушки хрустят. Кстати, а там ничего в холодильнике не было? Угу. I've Это gotta наша take more Фрэн? pics with Francine this year. We're so cute. Maybe I should start carrying a camera around. 2002 года? Блин, как? Все. Управлением все никак что-то не могу. Who are these people? Mom's friends? 2002 года. Опять там еще было. We did our best, but the results were... Ugh. Тихо. Так, здесь мы все полазили. Тут что? Понятно. Тут нам нельзя. Wow, was this taken right here? Cool. That's Grandpa? Mm-hmm. Probably only a year before he died. Of a heart attack? Yeah, very sudden. But I guess that's how heart attacks are. Мама с тетей. И выпустите меня. Охренеть, у нас домик, конечно, был. С камином. Вообще кайф. Oh, how did this end up down here? Huh. Must have been in a drawer of something that got sold. This is from one of the first digs Dad and I went on. It was kind of adorable how excited you both got about going on those digs. I remember being so sure that we would actually find bootlegger gold. Or at least a clue about it. Your dad. Well, at the very least, he certainly had a way of firing С up папой your интересно, что она imagination. стала. I'll give him that. А нам нельзя ее взять с собой? Нет, жаль. Tess, what are you doing? Don't touch that. Why not? It's in the trash. Yeah, and I'm just checking it out. Well, stop. Okay, fine. Ну вот, уже не дает в мусорке полазить. Жестоко. Did Grandma start dressing like this after you moved out of the house? Mm-hmm. After my father passed, my mother, well,
turned into a hippie. A bit of a free spirit, let's say. Блин, Doesn't клевая look like бабуля. that rubbed off on August much. I think it might have. To push her in the opposite direction. Wow. A few pieces of pottery that my mom collected from around the world are still here. I'm surprised they didn't all sell. I think this one is from South America, not sure which country. And this one's Japanese. I've never even left the country. Why haven't we ever gone anywhere cool? Niagara Falls isn't cool. It isn't Japan. Well, it's a lot easier to drive to Niagara Falls than Japan. Cheaper, too. But wouldn't it be fun? Me and you, an intercontinental mother-daughter adventure? Maybe an intra-continental adventure. I'm thinking of a certain place. Somewhere warm and southwestern. Somewhere where, Значит, say, всё-таки my живой. own father currently resides. Listen, we've discussed this. We're not going to Nevada to visit Penn. It's not gonna happen. Well, what if I just went by myself? By yourself? No way. It's a bad idea. How come? There's a bunch of reasons. Like... Like, I said so, and I'm your mother? Почему она мне дает встретиться с отцом? Что он такого сделал? What? No one bought this masterpiece? I'm downright offended. I made this when I was, what, 4? At Frankenmuth. Yeah, at that pottery demonstration they did. They'd call little kids up from the audience and show them how to do it. I was so excited. I was jumping up and down, waving my hand, because I knew that Grandma likes pots. She kept it up on this display shelf with all her other pieces all those years since you gave it to her. Блин, тихо. Oh, honey. It's okay. Оставлю себе. I think I'm gonna hold on to it. Все-таки воспоминания. Grandma held on to it all this time. She wouldn't have wanted me to throw it away. Ugh, Mom, please quit already. Oh, good. Some of Grandma's pottery didn't get sold. I loved watching her at the potter's wheel when I was little. Had she been doing pottery her whole life? Honestly, I think it's something else she picked up after my dad passed. Like the advice column? No, she was doing that since I was a kid. Did Grandma... Was she ever with anyone else after Grandpa died? Whoa, where did this come from? Well, she just seems so vivacious. You'd На think фотке some она man вообще would be норм выглядит. interested. Yeah, no, not that I know of. Нифига себе хобби. Весьма серьезно, по-моему, даже занималась. Is this... Some of the last pottery your grandmother made. Yep. After her fine motor skills started to go. It's so sad. I miss her a lot. Yeah, me too. Еще и окна витражные.
Oh, hey. It's August. Ugh, exhausted. The state sale was a lot. But that's easy for you to say. Yeah, I remember. And the answer is still no. Well... The what? Oh, right. Right. Sorry, it hasn't exactly been at the front of my mind. Yeah, it's around here, somewhere. No, it's fine. Okay. Love you. Bye. Unbelievable. What did she say? Nothing helpful. Is she still not gonna help us with the house? No. She was just calling to ask me to find some book of hers. Any idea where it could be? It must be upstairs somewhere, in your grandma's things. It has a red and black cover, white block lettering. I'll know it when I see it. Красно-черная обложка. Okay, let's go. Тетя Августа позвонила маме, она ищет какую-то книгу, которая ей зачем-то нужна. Скорее всего, книжка наверху. Guess we can get rid of these. Это там ничего не было? Ручки уже повяли. Это вот это бабушкина комната. Так, что было? Oh, somebody bought Grandma's old writing desk? And her typewriter. He said he was an advice columnist too, and wanted to use them for his writing. He said your grandmother was a real Ну, inspiration. блин, бабушку He left a читали very 5 nice миллионов note. людей, And a но у lot нее of не было money? денег, Well, it was just an old desk. чтобы But купить it себе had даже дом. sentimental value. For us, maybe. And for him, obviously. Can I see the note? Sure. Ваша мама всегда была источником вдохновения не только для меня, но и для целого поколения писателей и читателей. Не могу передать, сколько покоя она принесла мне за эти годы. Надеюсь, частичка ее магии перейдет и ко мне, чтобы я смог писать там, где она это делала. Искренне ваш, Вен Гербер. Well, okay. I guess it's all right that he got it. Glad you approve. Прощание с Милли. Дорогие читатели, для меня было удовольствием, честью и привилегией писать для вас эти годы. Немногим в этой жизни повезло заниматься любимым делом, и я благодарна судьбе за то, что отношусь к таким людям. Я столько узнала благодаря всем вам и, надеюсь, смогла чему-то научить вас. Каждую неделю, читая ваши письма, я всегда поражалась вашим энтузиазмом, стремлением преуспеть и добиться большего. Мы говорили и о худших представителях человечества, но чаще всего о лучших. И вы все останетесь для меня источником вдохновения до конца моих дней. Моя колонка закрывается, но я надеюсь, что вы по-прежнему будете считать меня своим другом. Для меня вы точно останетесь друзьями. Ваша Милли. Получали совет от Милли? Если Милли изменила вашу жизнь к лучшему, поделитесь своей историей, отправив письмо дорогой Милли по адресу. В настоящее время Милли больше не дают советов. Want to know something? Your grandmother didn't write this. I did. You did? Why you? Hmm?
Well, you're not like a writer. Well, I don't know. I think I did okay. По-моему, No, нормально. I mean, you did great, but, you know, I don't know. Were you surprised when they asked you to do it? Mm, I think her editor, she just wanted it to be from someone who she was close to. I guess she was hoping for a family voice. I just tried to put myself in Millie's shoes. Well, you did a good job. Thanks. Так, значит, где-то все-таки... Это ее, видимо, рабочий какой-то кабинет. Потому что кровати тут нету. I remember hiding in here with a flashlight to read my books when I was a little kid and we were visiting Grandma. And a box of crayons, apparently. We'd come to visit and I'd hunker down in here for hours. If some kind of game in my head, I guess. I'd be hiding in here, and I'd hear Grandma out there in her room, typing away or just reading in bed. I know she knew I was in there, but she'd always pretend not to know. And I'd pretend she had no idea I was hiding. I don't know why. I just liked the feeling of knowing she was out there. I have only slipped away into the next room. Somewhere very near, just around the corner. The poem you read at Grandma's funeral. Mm-hmm. Какие забавные челики. Вон ее комната. Ага, так, это... Нет, это наша комната. Тут закрыто. I am the very model of a modern major general. La 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 da 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 mineral. Hey, Ma! Actually, maybe I should just put this back. Как жаль, что маме стало хуже. В последнее время я много думаю о ней. Я знаю, это больная тема, поэтому поднимаю ее в последний раз. Я правда хочу, чтобы ты позволил мне помочь с расходом на мамино лечение. Понимаю, ты бы предпочла, чтобы я была рядом, помогала, но я не могу надолго отрываться от работы. Мне жаль, что деньги единственное, что я могу сейчас предложить, но таковы обстоятельства. Если тебя все равно это напрягает, ты всегда можешь отправить тест сюда на выходные. Мне нравится, когда она рядом. Звони, если будут новости о маме. С любовью, Августа. What's this? Oh, it's a hook pole thing to pull down the hatch to the attic. Could August's book be up in the attic? With Grandma's things? Could be. All right. We can go up there, but you go first. Нашла странную штуку с крюком. Как, блин, это называется, а? Ну, она в любом случае подойдет для того, чтобы опустить чердак. Лестницу на чердак. Тут ничего нету больше. Так, ну где у нас чердак? М. М? Где у нас может быть лестница на чердак? Не похоже. Что звук такой был? О. Okay, come on up! Damn, it's dusty. Now, where's that book?
Ищем книжку. Жуть. Okay, well, this is just creepy stuff. М. Why are these up here? You'd rather they were downstairs? Good point. Не. Oh, Grandpa Leo was a bowler? He and Dad have that in common. Но What do они you настолько mean? жуткие. Dad loves bowling, No, he doesn't. but he's always wearing those bowling shirts. Didn't he used to be in a league or something? Honey, he just thinks those shirts make him look hip. Bowling shirts? Are you kidding? I thought he must have so much bowling pride that he wore those shirts around in spite of them being obviously not cool. No, they're definitely a fashion statement. I think he got the idea from that movie Swingers. This explains so much. Like why you never once saw him actually bowl? Yes. Whoa. Grandma's wedding dress? I wore it on my wedding day, too. And you can wear it when you get married. Ну, я не знаю, как она выглядит. Но его, в принципе, можно перешить, я думаю. Definitely. I knew you would. Well, you didn't know. Oh, I knew. I've always thought this was such a beautiful dress, and I'd always wanted to hand it down to you. Like your grandmother handed it down to me. Those sound like you reasons. Well, you just said you definitely want to wear it for your wedding, so I guess there are you reasons, too. What? Да, нет. Nothing. It's a really nice dress. Let's just keep looking around. Зачем ссориться? Ну, миленькая, кстати. Так, но книжку-то я в итоге не нашла. Эй. Где она может быть? What's under here? Here, let me grab that. I'll put it up here to look through. Yeah, there's a bunch of old stuff in here. But, Mom? hold on, it might still be here somewhere. There's something... Here it is. Maybe if your dad had read this, he wouldn't have stopped working at the video store. Mom! What's in there? Ладно, сейчас не до книги Августа. Мы нашли подозрительный чемодан в тайнике на чердаке. Это бабушка Хелен его спрятала. Почему? Ответы могут быть внутри. Так, тут у ничего в итоге нет. Just my two cents. В своем первом сборнике «Умница Среднего Запада» автор дает остроумные и мудрые советы, благодаря которым она стала знаменитой на всю страну. Милли Колдер делится письмами, афоризмами и анекдотами, которые принесли популярность ее газетной колонке среди семей по всей стране, и отвечает на любые вопросы от брака до развода и выбора блюда на ужин. В книгу также вошли избранные неопубликованные очерки, что, несомненно, порадует как новых, так и старых читателей. Посвящается моим дочерям. Августа, моя прекрасная доченька, если эта книга научит себя хотя бы малой толике того, чему ты меня научила, значит, я добилась успеха. Всегда твоя мама. Видимо, эта книга. А мы можем ее... Мы не можем ее взять. Но это же, мне кажется, это она, нет?
Погоди. А, вот он. Ah, this is just some junk from the old summer house. Your family had a summer house? Well, it was more of a cottage, I guess. We spent the summers up there for a long time. And you've never taken me to visit? Well, I haven't been there since I was your age. We just stopped going one summer. The summer after my dad died. I think there were just too many memories there. Oh my god. What? Aren't you seeing it? Seeing what? Right here! Behind them? That's a freshly covered hole. Uh-huh. It's obviously the location of the buried bootlegger gold. In our backyard, you mean? Indubitably. Lady probably buried a bone there. Dogs don't really do that. Only cartoon dogs do that. Only cartoon dogs bury bones, but real-life bootleggers bury gold in people's backyards? In 1968? It was a different time, Mother. Sure. На днях одна из моих дочерей повергла меня в страшный шок. Она вышла замуж. Оказывается, они с ее ухажером из колледжа поженились без моего ведома. Дочь заявила, что свадьбу они решили не устраивать, чтобы накопить на дом, но меня очень задело ее отчуждение. Она ведь знает, я всегда мечтала о пышной свадьбе. Но это же она мечтала, а не дочь. Как мне убедить ее, что брак, заключенный тайком, не продлится долго? Обиженная теща. Дорогая обиженная, залог успеха родителей заключается в том, чтобы позволить детям совершать собственные ошибки. Только время покажет, будет ли этот брак прочный, и все, что вы можете сделать, извлечь из своего максимум пользы. Подумайте о грузе, которую несла ваша дочь, держа это в тайне. У всех нас есть свои секреты, включая меня, и если приходится скрывать что-то от самых близких, это очень угнетает. В то же время тяжело видеть, как твой ребенок совершает такую глупую ошибку. Самое лучшее, что может сделать мать, промолчать. Мой муж возобновил отношения с своей школьной пассией, девушка, которую не видел со времен службы в ВВС. Оба в браке, и он сказал мне, что они просто друзья. Вопреки здравому смыслу я не возражала, они стали проводить вместе все больше времени. Что же мне следовало прислушаться к своей интуиции? Однажды, вернувшись раньше времени из магазина, я затыкала их вместе. Теперь я не знаю, как поступить. Подруга советует развестись. Мама убеждает остаться ради детей. Что мне сделать? Дорогая отчаявшаяся, нет ничего тяжелее, чем видеть, как твой брак разваливается у тебя на глазах. Поверьте, я знаю. Трудно сказать, что хуже – ощущение предательства или сознание того, что тебя обманули. Развод – сложная тема, в этом нет никаких сомнений. Но вот что я скажу вам. Всегда можно начать заново. Одиночество и свобода – это две стороны одной медали. Ваша Миля. Что там? Погодите. Ни одна газета не позволит выступать за развод. Перепишите. Замечательно. А там что пример? Слишком жестко, перепишите. Глупую ошибку подчеркнуто. Угу. Это первая Did Grandma колонка? write these? During the last summer, we visited the cottage. Was she okay? Looks like her editor didn't think she was. It was only a year after my father died. I think Millie was still figuring things out, too. It must have been hard. I'm sure it was. They'd been married 20 years? I meant for you. Oh, right. I mostly just tried not to think about it. That doesn't seem very healthy. It got me through. Голосуйте за Никсона. Камушки. Самодельные стеклянные Homemade шарики. marbles? Ah, these little stones were from the stream near the summer house. You painted them? Me and August. The rocks from the stream were so smooth, but I forget why we painted them. You were really that bored, huh? There weren't many TV channels back then. Tragic. Grandma's sunglasses? Vintage. Can I keep them? You think they're your style? Yeah. Sure. Just be careful with them. I'll guard them with my life.
Прошлой ночью произошла очередная кража со взломом, которую полиция расследует как одну из серий преступлений, совершенных одной организованной группой. И снова не обнаружено никаких признаков взлома. Похищены почти все ценные украшения на сумму более 100 тысяч долларов. Поездка местных девочек-скаутов на пляж. Блин, хотите? Дорогая Милли, недавно одна моя близкая подруга призналась мне, что изменяет мужу. Я очень люблю их обоих и не уверена, что стоит ли рассказывать об этом ее мужу или сохранить секрет. Подобная ситуация болезненна для всех, кто в ней замешан. Тут не может быть простого выхода. Помните, что это ее секрет, а не ваш. Будьте преданными до конца. Знаю, вы обещали никогда не делиться своим рецептом овсяного. Whoa. There was a crime spree? Oh, yeah. Yeah, department stores and fancy clothing shops. Places kept getting robbed. The police couldn't figure out how the crooks were pulling it off. It went on for, well, I mean, it felt like months. So what happened? Did they get caught? Now that I don't remember. Это бабуля. Слушай, ну фургон шикарный. Но в принципе тут одно и то же. Funky van. I did love that van. The engine died for good while we were visiting the summer home, and so I just turned it into my А, так bedroom это after that. мамаша. Нифига себе, какая она You клевая. slept in a broken down van? Well, the summer house was small, and I always had to share a bedroom with August. When I realized I could have my own space just by sleeping out in the van, it was a no-brainer. Did you, like, redo it to be like a bedroom inside? Yeah. Your grandfather pulled the seats out for me, and I set up a little bed frame with a mattress and all sorts of Прикольно. posters and Свой pillows шалаш and shelves and в things фургоне. like that. Wow, that's actually cool. Could I do that? With our car? No! Ну, вот так всегда. Скоро мы будем вместе. Я люблю тебя, и нам понравится наша новая жизнь, в которой мы будем вместе, свободно и счастливые. Поле для сообщения. Хелен Дивайн. Well, whoever this guy was, it sure seems like he and Grandma had Коворкинг. something Ну, pretty лофт это intense нечто going все-таки on. другое. Was Grandma Helen М, planning to run off with this guy? No! Not the Helen I knew. Но она хранила же какую-то открытку. Intrigue. Grandma, what were you up to? Значит, она ей все-таки была дорогая. Ого. Grandma's diary? Should we? Oh, I don't think we should really. Oh, Grandma wouldn't have cared. Она же для чего-то I'm dead. писала. What difference does it make to me? I can hear her saying it now. Ну, никакой помощи. Они считают себя хорошими соседями, но если кто и знает, куда ведут благие намерения, так это прихожанки. Дизи старается изо всех сил, а Пал, как обычно, погружен в свои подростковые драмы, как если бы это было обычное лето. Августа меня немного беспокоит, она все больше и больше погружается в собственное воображение. Жаль, что я не могу ей помочь, но есть столько всего, о чем я не могу сказать. Мне все труднее держать секрету нашу с кем-то переписку. Мы снова будем вместе, это лишь вопрос времени, но держать все в себе, не рассказывать ни одной живой душе – это выше моих сил. Но мы оба знаем, что уже скоро ожидание закончится, и все это будет позади, Хелен. Забудь о прошлом. Лео мертв. Только наше будущее сейчас имеет значение вместе. Что же это за человек такой был? What is this? So, Grandma and this guy were definitely together before Grandpa died? And they were gonna run away together? You never heard about this? No, this is. And what is this key to? Why is it hidden in here?
Something at the summer home, I assume. Okay, well, now we've gotta go check the old place out. To find out who this mystery man was. Don't you want to know? I don't know, Tess. We still have so much to do around here. Come on. It'll be fun. An adventure. I still need to call Tina at the theater and finish cleaning out the fridge. Come on. We never get to do stuff together. You spend all your time at the theater, and I spend all my time in school. When was the last time we were able to do something? To talk? Well... You do want to know, don't you? I can see it, Mom. I can see it in your face. Oh, God. You know, a little change of scenery would be nice. Ha, that's the spirit. We could spare a weekend before we have to move for a little road trip, right? To tie up some loose ends. Right. And some of those little towns along the way are great for antiquing. Yeah, sure. All right, it's a deal. Let's hit the road and see what we find. I could really use мы a в break деле. from all this, even if it's just for a weekend. Pack your overnight bag. Yes! And bring your homework. I don't need you falling behind at school. What about August's book? We can FedEx it to her when we get back. Okay. A road trip! This is gonna be great. Добываем Я не успеваю прочитать, что там вверху написано. Мы едем в тайный летний домик, чтобы выяснить, какой такой загадочный мужчина был у бабушки. Кто знает, что мы сумеем отыскать. Но добираться будет долго. What are you doing back there? Are you gonna do your homework? No. Reading in the car makes me carsick. Then what are you messing with back there? I don't know. So stop it. It's not safe. То есть чего это? Угу, тут выбор. Или мы можем и то сделать. Угу, то и то. Какая вредная. Котя. Что такое? Котя. Попить из моей кружки. Is it okay if I turn on the radio? I don't know how much signal we'll get, but yeah, sure. Какое интересное радио.
When did you say the last time you were at this summer house was? Oh, when I was, I guess, 15, Ну, your age. да хватит I'm пить-то. 16. I meant about your age. Значит, очень много лет назад. So, a super long time ago. Wow. No one's been there since, like, the 19th century. Ha ha. What was the Industrial Revolution like? Tess, I wouldn't know. Did you ever meet Galileo? Jesus, how old do you think I am? I mean, I'm just estimating. It's a rough estimate. It's a rough estimate. I'll say. It was the 60s, I think, summer of 68. 1968. So, like, 35 years ago? And you say you're bad at math. What was it like? The summer house? Я около 50. And the Dark Ages, but yeah, the summer house. I just always really liked it there. It was an escape. From what? Everything, I guess. School, town, same old. Every day just felt like it was hours when we were there. Почему мы никогда не ездили? Sounds really nice. So why did we never go? I don't know. It was somewhere I always associated with being a kid. Yeah, we stopped going as a family when I was your age, and then I went off to college and then married your father. Did Dad even know about this place? I can't imagine Dad passing up a free summer home where he could just hang out and do nothing all day. So you're saying your father is lazy? Досужий человек. No, Dad's a hard worker. Okay. He'd work late at the video store all the time. He'd be there with the closing shift. Watching movies on the store monitors. You've got to have something on for the customers. Closing is a pain in the butt. And he'd manage the schedules and store finances. He even made the window displays. Fine, those were pretty cool. А на дорогу No. мы будем смотреть. I mean, I guess there is a real reason I never told your father about the old summer place. Because I knew he would never have put in the work to actually fix it up so we could use it. It needed a lot of work. Well, not last I saw it, but being unoccupied for decades out there in the middle of nowhere, it's gotta be falling apart. Может, он еще в хорошем состоянии. It Чего я could still ситуации be не in good ваюсь? shape. Maybe somebody's been, you know, keeping it up. You hope squatters have been living in it? No, like, you Какие know, сквотеры? like shoe elves. I mean, it'd be nice if it were magically still in good shape, considering we need a new place to live. To live in? Tess, I'm sorry, it's... You couldn't live there, and not year-round. Why not? Well, it doesn't have central heat, or even really insulation. It's a summer home, not a winter home. А где мы будем тогда жить? Fine. Then where are we going to live? I don't know yet. We're gonna be living in this car, aren't we? No. Just like when you lived in that van. We can find an apartment. How are you even going to pay for an apartment? The theater company, you know... I thought you said it was underwater. Well, you know, it's not doing great, but... Mom. What? Нам нужны деньги. We need money. Believe me, Tess, I know. If Dad was still here, Excuse me? he could help. Pay for things. If your father and I were still together, we wouldn't be in this situation in the first place. Well, have you asked Dad if he could send back some money? To help? Absolutely not. He doesn't have the money. But Dad moved out west. For work. What? Don't laugh at me. I'm not. It's just... work. Sure. It wasn't for work? Then what was it then?
I think I deserve to know. If he hasn't told you his side of the story, I'm not gonna step in and take that responsibility for him, like I always did. Your father left me in a hell of a situation. We made all these decisions together. Do you not understand that? We made decisions that depended on us both, you know, sticking around. I didn't plan for any of this. You idealize your father, you know that? And I just don't really want to talk about it right now. Fine. Let's never talk about it. Let's never talk about anything Да important. нет. Ну, не беременную с ребенком уж, наверное. Ой. Oh, the radio station went away. Yeah, we're pretty far out here. Maybe I'll see if I can find anything else. Мне кажется, мы ничего не найдем. Блин, выключить уже нельзя. Ну ладно. Нет. Привет, дочь, извини, не видела СМС. Было совещание. Как дела? Привет, пап, что нового? Как всегда, сейчас на работе, но рад, что написала. Как там работа? Как там работа? Отлично, делаю деньги. У тебя получится немного помочь нам с мамой деньгами? Может, мама не говорила, но на следующей неделе мы съезжаем. Я думаю, маме будет сложно платить за новое жилье и всякое прочее. Не сможешь прислать немного денег, чтобы помочь? Дочь, я был бы рад, но у меня сейчас весь оборотный капитал реинвестирован в работу. Если бы я мог прислать столько, чтобы помочь, и при этом не потопить свой бизнес, я бы прислал, ты же знаешь. Но твоя мама всегда была умной, она разберется, не переживай. Ты же понимаешь, солнце? Ага. И сказала маме, что купила билеты? Еще нет, мы с мамой сейчас в поездке расследуем семейную тайну и едем в ее старый летний домик, представляешь? Ого, точно, ты ей скажи, или я сам скажу, тогда она точно будет в шоке. Обещаю, что скажу. Верю, люблю тебя, мне уже пора возвращаться к работе. Маму там не обижай, ок. Люблю тебя. Скоро увидимся. Угу. Значит, мы все-таки билет купили к папе. Are you sending text messages to someone? Да. Yes? To who? It's to whom, Mother? It was Dad. Да, папа шикарный, походу. Just getting his side of the story, huh? No comment. It's all right. Having a common enemy can help bring people together. You're not my enemy. Or Dad's. Sometimes it feels that way. Well, it's not supposed to. А с чего она враг? Если учесть, что она, получается, дочку тянула. Одна, без помощи вообще отца. Mom! My God. Are you okay? I just didn't think it would still be here. Mom, well, it is. And it looks to be surprisingly well preserved. Да? It's, well, it's not just like I remember it. A little more Потрепанный. Rundown? weathered than the last time I was here. But I guess I am too. Want to start looking around? Yeah. Не так я себе это представляла, когда мама сказала, что у них был летний домик. Но он все равно классный, ретро, все такое. Наверняка внутри кучу всего клевого с тех времен, когда мама была подростком. Надеюсь, мы еще найдем наводки на то, кто был таинственным мужчиной бабушки. Did you do these with Grandma? No, August did. I Это never had a green thumb. Это She синонимы loved helping для my mother in the потрепанной и garden. заброшенной. Really? Why do you say it like that? I don't know. Can you picture August getting her hands dirty out in the garden now? I guess not.
But if my mother was ever out in the garden, she was out there with her, helping the best she could. I remember one year, maybe when she was 6, she started crying so hard when it came time to pick the berries and vegetables. But the plants worked so hard growing them. You can't just take them. Aw. Well, now I feel bad for the plants. She was a sensitive kid. So am I. So what happened? Hmm? To August. She doesn't seem so sensitive now. Oh. Life happened, I guess. Даже розы цветут. Но видок, конечно, классный. Если тут еще где-нибудь рядом речушка была, вообще идеально. Ого. Huh. What's under here? The crawl space for doing maintenance and what have you. So there might be, like, hidden stuff under here? Like stuff that people who are trying to hide something might hide in there? I guess? I should go in and see if I can find any cool stuff. How did I know that was coming? Just think of what could be under there. Ну, мы же пришли Hold сюда on. как раз I don't know копаться. if it's safe under there. Not safe how? The floor could be unstable. What if something collapsed in on you? Stay outside and don't go stomping around on the floor above me, and I'll be Я fine. думаю, это не та Just игра. be careful. Скорее, You монстр know it. прошлого. А мы сейчас залезем туда. Но мы, наверное, сам... Блин, но мы же сначала могли дом годить. Куда в первую очередь? Может, сначала лучше дом обследовать? А потом уже... секрет... О! А где здесь, кстати, яма, интересно? В фотке была, которую можно раскопать. Залезть мы не можем в фургон. Жаль. Или с другой стороны? Нет. Печально. А, нет, можно. It's your Right. funky and it's locked. Gotta keep all the funky stuff in there secure. Please tell me the keys are somewhere. I need to see what a lava lamp looks like after it just sits there mutating for 30 years. They might have been... I can't remember. Don't do this to me, Mother. I have to see how much tie-dye is in there. Please. Oh, August was always trying to steal my keys so she could get in there and mess with my stuff. Oh, the little criminal. All right, I'm on the case. The funky stuff is so close, I can taste it. Угу. Фургон, который мама в подростковом возрасте превратила в спальню, все еще здесь, но он заперт. Она говорит, что ключи могут быть в комнате Августа. Ладно, давайте сначала тогда покопаемся в доме. Главное потом не забыть. Is this a trailer home? It's a mobile home. What did I just say? They're not the same thing. A trailer home hooks up to the back of a truck and can be towed around. You can take it from place to place. A mobile home arrives on a trailer, like towed by a big truck. Go on. A mobile home doesn't have wheels. Well, why didn't you just say that? Well, I will admit it took me a moment to untangle the nuances. А, это песик, которого рисовала тетя как раз-таки. 58-й год. You used to roller skate? Mm-hmm. At the drive-in on Main Street. At the... Wait, why would you be roller skating at... Mom,
were you a roller skating waitress at a drive-in restaurant? When we were here for the summer, yeah. Как в Like фильмах? in the movies? Yeah. It seems silly now. I mean, it was silly, but I was glad to have the distraction. From what? Well, it was the first time we'd come back for the summer since my father died. Oh, yeah. I think, I don't know, I was probably kind of depressed. It was good to be up and moving around and not just sulking. And bringing people Ты уверен, что burgers стоит задавать такой вопрос on маме? roller skates? In a little outfit? Oh yeah, the whole 9. Tell me there's a photo of this somewhere. I don't know. Maybe? Well, I've got a new objective. Возможно, где-то здесь есть фото мамы из тех времен, когда она подростком работала официанткой на ролик. Если оно существует, я его найду. Такс. Погодите, там что-то есть. А как? О. Попал, тут так здорово, просто потрясно, ты должна приехать. Знаю, ты каждый год уезжаешь в свой маленький летний домик, но тебе правда стоит поработать со мной в парке в следующем году. Ребята нашего возраста управляют аттракционами, торговыми лотками, проводят игры. К тому же после закрытия парка можно кататься на аттракционах сколько влезет, ну, если оператор не придурок. Обещай, что поедешь со мной следующим летом. Как там дела в глухомане? Все еще работаешь закусочной? Если тебе не везет там с парнями, приезжай сюда, увидишь. Тут нереальные чуваки. Я такое видела, ты обалдела бы. Привет, семья от меня. Буду писать тебе каждую неделю, как в прошлом году, так что не забывай отвечать. Твоя подруга, которая развлекается по полной и отчаянно хочет, чтобы ты была рядом. Mom, you know what it sounds like. You had a Francine. I guess I did. I've never heard of Lori before. Are you still in touch with her? It was short for Dolores. Maybe you've heard me talk about my old friend Dolores? No, I don't think so. We haven't spoken in years. One of those friends you have in high school and then college happens and, you know. Такое ощущение, что дочка вообще с матерью не общается и ничего о ней не знает. Мы с Франсин никогда не прекратим общаться. Но так ведь не будет. Так That's не бывает. never gonna happen with me and Francine. We'll still be friends when I'm as old as you. A very long time from now. Like so long from now. Wait, you're not implying I'm old? No, of course not. But God, it's gonna be a long time from now. Как весело маму подкалывать по поводу возраста. Жестокая девочка. Не думаю, что я буду читать про радиоактивные осадки. Можете потом почитать на паузе. Пинишка. Каберне Савиньон. Так, ящики у нас не открываются. Новый друг Августа Дивайн. Папа Августа оставил небольшой галстук. Он был красным и обладал особой силой. Когда Августа надевала этот необычный галстук, она встречалась с своим другом Сумраком. Сумрак жил в тени и всегда был готов прийти на помощь. Он был для Августа другом, который всегда рядом. Воображаемый друг. Nightshade? It was because he could only come out at night. Or stay in the shade.
as I remember it. Okay, well, that's spooky as hell. August was just a kid. She needed someone to talk to. Did it have to be a freaky imaginary friend who lurked in the shadows? I mean, what about you or Grandma Helen? Well, I was a teenager. I don't think I was the most, I don't know, compassionate at that age. I had my own problems. If I had a little sister and Dad died, I'd be there for her to talk to. It's different. You don't know what having a little sister is like. Are you trying to say you were justified in not helping your little sister when she was grieving after her father died? I helped. I did. I mean, we were all there for each other, but I could have used more help too. I don't think I had anything left to give. So August made a new friend for herself, one who would always listen. Это грустно. У тебя есть семья, но ты придумываешь воображаемого друга. Ну, ружье. Я сначала думала, это глюк, но походу это просто крыша уже плохо. Oh, look at this big pink guy. Kurt won that from me at the fair. Kurt? We met at the drive-in diner. You had a summer fling? Well, Was he cute? I thought he was very handsome. And he rode a motorcycle. Oh my god, a bad boy? Did you roller skate his order out to him on his motorcycle? How did that work? He parked the motorcycle and sat at a table inside. Oh, okay, that makes sense. Sorry, getting caught up on the details here, but tell me more about Kurt. Well, honestly, I fell for him pretty hard that summer. It was pretty, Cool. On his motorcycle? He was very romantic. Oh, no. No, not like that. Well, a little like that. Oh, no. So, what happened? Did you break up with him, or... I don't remember. It was just a summer thing. It doesn't really matter. Wow. Did I hit a nerve? Там Мишка, Hey, maybe we should кажется, keep looking висит в around for more воздухе. relevant things. Мама максимально просто скрытая, ничего не хочет рассказывать. Sheesh, what happened here? Looks like the wall gave way. Water damage, I guess. What is this thing? It's the water heater. Oh, that's why you said water damage. I get it, I'm following along. Well, it's not going anywhere now. Can we climb over it? No! God, look at all that rusty metal. I'm up on my tetanus shots, aren't I? We're not risking it. Well, what's that thingy back there? It's a maintenance hatch for getting down into the crawl space under the house. Oh, man! If I go back in there, I could climb up out of that hatch and get over to that side of the mobile home to find more stuff. I don't love the idea of you going in there again, but your logic is sound. Значит, мы пойдем туда с улицы. You invited. Синтин Маркс. Так. Дорогая, знаю, я в бегах, но я никогда не чувствовал себя таким свободным. Я только что пересек границу и пишу тебе, сидя за столом в номере мотеля, расположенном в укромном месте у боковой дороги вдали от магистрали. Придется еще немного поездить, прежде чем я найду нам местечко, где мы сможем обосноваться. Но уже скоро у меня будет обратный адрес, на который ты сможешь отправить ответ. Не скучай по мне слишком сильно.
Well, would you look at this? Только я A дату не postcard посмотрела. from the mystery man. What was he running from? От копов? The cops? For what? Кража? Stealing? Grandma's heart? Okay, Tess. Опа, ключик. Ooh, what do you think it's for? Probably unlocking something? От фургона? Ugh. Maybe a desk drawer? Ящик стола. Мы нашли маленький ключик. Интересно, от чего? Наверное, от стола в другой комнате. Классно, моешь посуду и смотришь на природу. Кайфово. Тейто. Так, ну вроде бы здесь уже больше ничего нету. Так, ключ у нас, скорее всего, с другой. Наверное, там и ключ от фургона, скорее всего. Угу. Все-таки интересно, где они в итоге закапывали на фотографии что-либо. А посмотреть то, что мы собрали, мы не можем. Как минимум. Такой маленький проход. Это вообще как в него залезали? Хотя по нашему росту снаружи он выглядел меньше просто. А, или мы просто ползем. Понятно. Там что-то валяется. Как сюда попал стол? Тумба. Это песика? Это кости песика? Oh, cool. Ooh, this is good. Mom's gotta see this. Пишу тебе из нашего нового дома, прямо на воде. Я долго искал и понял, что нет лучше дома для нас, чем тот, в котором можно просто поднять якорь и уплыть куда хочется. Поэтому я купил для нас плавучий дом. Это и впрямь нечто особенное. Я купил его у одного старика, и он содержал дом в идеальном состоянии и просто устал за ним ухаживать на склоне лет. Ходят слухи, что реку перекроет плотину, но это произойдет не скоро, если вообще произойдет. Теперь осталось тебе и детям переехать сюда. Я надеюсь, ты хорошо провела лето. Напиши ответ тайком, и начнем строить план на большой переезд. С тех пор, как Лео умер, я понял одну вещь. Чтобы жить, нужно быть при деньгах. Готовься оставить все свои заботы позади. А, год-то не написано какой, кстати говоря. Какой клевый. Mom, I found a way in. Hang on, I'll open the back door. Hey, Mom, I found something. Look, look. Another letter. He wanted to live with Grandma on a boat. Maybe we can figure out where the boat was by looking at the photo. It looks like, well, it looks like a boat. A houseboat. Can't see much of the surrounding area. It's near trees? Maybe we can look for some of those. A place in Canada Ну, with там же trees. написано адрес хотя бы, That где narrows it примерно. Ага, вот оно. What's this about? Oh, that was the town where Kurt lived. А, это ее You know, we карта. were a summer thing, but we were planning on how we could keep seeing each other once we both went home after the summer.
I guess I was feeling pretty lost. I latched onto him and held on tight. He became my plan for how I would be okay. And that didn't work out? Yeah, like these things often do. So how'd you end up with Dad? Sorry? Well, you didn't end up with Kurt. How'd you end up with Dad? Oh, it was a lot of years later that I met your dad. After college, I moved back to Greenville for my bookkeeping job. It was it was actually when I was in one of the first plays I performed in at the Andromeda. Your Она dad актриса. was in the audience. He hung around outside the stage door after the show and he flagged me down. He said there was a problem with the production. He was so distracted by my beauty that Как he мило. couldn't pay attention to anything else going on in the play. То есть мама даже ни разу не рассказывала нам, как они встретились с отцом. Aw, that's so romantic. It's like something out of a rom-com. I found it endearing at the time. He was very persistent. Was Dad big into local theater? No. He told me later that he'd actually been at the play on a date with someone else. He told her he needed to head home, then hung around the theater to talk to me. Говнюк. Wow. Bold. Did you find that endearing? I guess at the time I found it flattering. And a little funny. I should have realized it was a red flag. Имеешь в виду, что папа изменил тебе? Wait, are you saying Dad cheated on you? Oh, God, no. No. Just, it's a sleazy move. So, not the kind of thing Kurt would have done? Oh, I don't know. Do you remember... Well, did it seem like Grandma wanted to... Leave my father? I mean, I guess when I was around your age, I started wondering why they were together in the first place. They didn't seem to... make sense together? Yeah. Huh. I remember when I started wondering that about you and Dad. Why you were together. You're both so different. Did you used to have more in common? Well, when you're together at first, everything about each other is new. It can cover up a lot of things. Сейчас. But when you get used to each other, that's when it can be hard. But sometimes, by that point, it's too late. Too late. Потому что у вас уже есть ребенок? Because you have a kid? Well, that can be one factor. So you think you and Dad would have split up a lot sooner if I wasn't around? Well, I'm sorry I held everything up, okay? Maybe you would have been happier if you hadn't been stuck with Dad for so long. Honey, that's not how it is. It's not as simple as that, and it's not because of you. There's a lot more to it. We'll talk about it someday. When's someday? Not today. Then when? Not today. Пухань. Пухань. Диалог закончился. Ну вот и как теперь? Ну и как теперь? Как теперь быть? Плюха. Ти. Так. Ну, конечно. Кошачьи артефакты. Куда без них? Так. Давайте сначала сюда. Go mechanics! Oh, man. А, I это ее forgot that комната. August had Августа. this. I let her keep it when I moved into the van. But August didn't even go to Fort State. She almost did. We were both so excited to, growing up. Don't you Котечка. remember Grandma talking Кошечка. about how much she loved it?
I remember her talking about how sexist it was. Yeah, well, everything was sexist back then. But we're a Ford State family. You'll be a triple legacy. Я даже не уверена, что хочу поступать. I don't even know if I want to go to college. What do you mean you don't know if you want to go to college? Of course you're going. I can make my own choices. What kind of choice is that? To be broke? I'm not gonna be broke. I've been working really hard on my design business. And August didn't go to college. August was lucky. She's talented, but she's also lucky. When I'm 18. Look, I don't want to talk about this anymore. It's not a discussion. Fine. Она вообще не хочет ничего обсуждать с нами. Well, howdy there. What's your name, buddy? Да, если бы еще не было кучи шерсти по квартире, вообще было бы прекрасно. Ну что ж, это того стоит. Так, тут ничего не припрятано. No video games back then, I guess. Poor, deprived kids. Ну да, бедный. Вот и фургон, наверное. Aha! This must be the key to the van. Oh, how fun. Wait, did they not get to use these? Так, мы не можем поговорить по этому поводу. Ага. Интересно, у них вентиляция в полу. Дорогая Августа, тебя расстроило то, что произошло сегодня, это нормально. Тебе нужно побыть одной, а не поговорить со мной, и это тоже нормально. Но как бы тебе ни было грустно, помни, мальчики дразнят девочек только потому, что они им нравятся. Или потому, что они другие. Невозможно контролировать жестокость окружающих, но можно помешать этому своим внешним видом и поведением. Или научиться подыгрывать. Пришло время повзрослеть. Я знаю, у тебя получится. Люблю тебя, мама. Да, медовые, по-моему, краски. Они еще сладенькие были. А теперь мы можем... сначала почему-то не могли открыть последнюю вещь. Ого, вот где у нас клад запрятан. Так, рядом с собачьей будкой. I'd Августа recognize нарисовала. that penmanship anywhere. This piece was clearly done by an accomplished artist. A cartographic prodigy? Do you think there'd be anything there to dig up that was left behind? It'd be like a time capsule. Maybe she was gonna come back for it later. It was her first investment. She got started early. I don't know. Let's just go see what it is. Я нашла карту закрытого сокровища в комнате Августы. А вдруг это легендарное золото бутлигеров? Вряд ли, конечно, но это может быть что-то клевое. Крестиком отмечено место в собачьей конуре. Вряд ли она ром запрятала. Oh my god, Aunt August. I have so many questions. Подумаешь, развлекается. Так, тут вроде больше тарелка почему-то под столом. Плохие мальчишки. Августа Дивайн. Однажды Августа поехала на велике в город, потому что день был солнечным. А так как день был солнечным, ее другу Сумраку пришлось следовать за ней под деревьями, ведь он живет в темне и не может гулять под солнцем. Августа смеялась, видя, как Сумрак бежит под деревьями, и они всю дорогу подшучивали друг над другом. Наконец Августа и Сумрак добрались до города. Рядом с универмагом стояли мальчишки. Они увидели необычный галстук Августы, который защищал. Но он не защитил ее от них. Плохие мальчишки подошли поближе. Они сказали: «С кем ты болтаешь? И что это на тебе надето, глупое?» Августа ответила: «Это галстук моего папы». А плохие мальчишки сказали: «Твой папа, видать, придурок». Августа заплакала, но плохим мальчишкам было все равно. Они все смеялись и смеялись. Августа надеялась на Сумрака. Но Сумрак не мог помочь, потому что он не мог выйти из тени под деревом. Когда плохие мальчишки ушли, Августа подошла к дереву, где прятался Сумрак. Необычный галстук Августы. Он был весь грязный. Она обняла Сумрака, чтобы успокоиться, но это особо ей не помогло.
Да, да, для общения с духами. Блин, тяжко ей было. Poor kid. Did she get made fun of a lot? At school and stuff? I think she got picked on when she was little, but she toughened up. I guess right around this age, when we came back from our last summer trip. What changed? I don't know. Ну, она была творческой личностью. Таким часто приходится очень тяжко. В своем мире, видимо, постоянно была. What's in here? That was my mom and dad's room. Well, just my mom's room last we were here. Well, dang it, that door's stuck. I think... Look, we could twist the latch open if... I think I could get this open with a flathead screwdriver. Awesome. Where's one of those? Oh, I had a little toolkit in the glove box of my van. Nice. Угу. Надо найти отвертку. Дверь в комнату бабушки Хелен сломана, но это меня ни за что не остановит. Мама говорит, что мы могли бы, наверное, ее открыть отверткой, которая была в ее супругу. О, вот она. Класс. Yes! It's here! It's really here! Photographic evidence of your roller skating waitress phase. I love it. Какая-то милашка. You're cute! Oh, I don't know. Oh, please, Mom, stop. You were cute then, and you're, hot mom now. What? According to the boys at school, you are my hot mom. You didn't know about this? No! I am not. Ну, это же yeah. мило. No, it's great. It's great having all the boys at school talking about how hot your mom is. It's great. Regardless, this photo of you is real neat, and I think we should keep it. Sure. Why not? Наша мама-то милфа. В следующий раз, прежде чем пытаться что-то исправить, дайте друг другу время, чтобы остыть. Конфиденциально драгоценному камню. Вы молоды, идеалистичны, доверчивы. У вас открытое сердце и много боли, которую нужно исцелить. Не позволяйте кому-то, в ком больше блеска, чем содержание, воспользоваться этим. Нужен совет, напишите Миле. Для личного ответа приложите конверт с маркой и вашим адресом. Срочно нужна помощь, прочтите новую книгу Мили «Моя скромная лепта». Код. 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 Precious stone? Это для тебя? This was to you? Subtle, right? My mother was against me and Kurt being together from the start. To be fair, I would go off to who knows where with him and sometimes not come back till the morning. Now I understand how worried she must have been as a mother. You were a bad kid? Do you ever thank your lucky stars I'm not a bad kid? I don't know. You and Francine can stay up С Фрэнсин, а не с pretty Куртом. late. Playing The Sims and eating pizza rolls. Yeah, you kids are wild these days. Так, нам фургон. Будка, сокровище, кстати. Зачем нам его копать? You ready Руками? to unearth this? You are really getting into the mess on this trip. Crawling through old crawl spaces, digging in the dirt. It's for the sake of the adventure, Mom. Don't let me stop you. Не заставляй меня останавливать тебя. Так, ну ладно, давайте откроем сначала. Я так и думала, что это галстук будет.
Прощай, Сомрак, спасибо, что был моим другом. Я буду скучать Августа. So this is where August buried her И после этого feelings. она стала другой, видимо. Mom! Come on, it's sad. What? I don't know. Maybe we should keep it. Maybe August would want it. Мне кажется, надо. I think so too. We can just put it in the car. Welcome back, Nightshade. Оказалось, что самое ценное, что мы обрели в этом путешествии, новые друзья. Шучу. Что это оказалась могила воображаемого друга Августа Сумрака. Как-то не по себе от того, что мы его побеспокоили. Так, фургон. Oh, it's everything I'd imagined. It's got an ugly lamp, an acoustic guitar, a concerning scent of mold? I mean, what do you expect? It's been under this carport for 30 years. That's why I'm not coming inside. Okay, I'll just look around and get out. It is kind of gross in here. You're just looking for the screwdriver, right? Right. Конечно. Don't get too nosy, all right? All right, all right. But look at all this stuff. Ну, серьезно думаешь, что мы только возьмем отвертку и все? Сейчас. Wow. Mom was even into theater back then. Huh. Wow. Brutal, Lori. Brutal. But kind of fair. Ты получаешь мои письма? От тебя нет ответа с тех пор, как ты рассказал мне о Курте. Я тебе каждую неделю пишу. Дела в парке идут паршиво. Все интересные люди уехали, остались только я, Гордон и придурки из Сандаски. Если я так и не получу эти ответы, решу, что ты слишком занята Куртом, и тебе не до писем. По крайней мере, одно из нас весело. Что ж, поговорю с тобой, когда начнется школа. Если только не буду слишком занята. Нет, игра не даст это сделать. Alas, not so groovy Да, anymore. привет, Коть. О, еще один пришел костяк. А что ж такое-то? Что ж такое? М? Только не цепляйся меня, ладно? Коть. А, Коть. Что такое? Что мне хочешь сказать? Что хочешь сказать такое? М, 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 м. Чё? Тут немашки удались. Иди. Нет, только не на стол. Нет. Так, мы вообще ищем отвертку. Holy shit. Детка, это лето было незабываемым, но мне пора сматываться. Еще одна снежная зима, это не по мне. Я еду на байке в Калифорнию. Будешь в тех краях, взгляни ко мне. А. Значит, он просто уехал. How was the stuff? Funky as you'd hoped? Well, I found, Записка от Курта. this. You guys didn't just drift apart at the end of the summer, did you? No. I came to work at the diner one night, and they said someone had left a note for me.
And it was this stupid thing. That sucks, Замерзнуть. Mom. I just felt А, like ты про Курта? such an idiot. I'd put all my energy into plans, planning how we'd be able to stay together, planning how Ну, our для него life это was был going to be, летний planning how роман. he'd be the answer for how I was Фу, going to be okay. кошки. And then one day, this. I don't know if I've ever cried as much as I did for the week after I got this. Кажется, он полный He мудила. seems like an asshole. Hey, language. Ну, это так. But he was. All right, you're not wrong. There was a lesson I should have learned that summer. You can't rely on other people. What? If you put your trust in other people, if you expect them to be there for you, one day they won't be. Я ее понимаю. Мгм. Да, ты No, права. you're right. I mean, eventually every relationship ends, right? Even with Grandma, right? Well, Привет, I mean more... No, not so жаба. much. I will always be there for you. You know that, right? Like we were there for Grandma. Uh-huh. But with someone you voluntarily put yourself into a relationship with, like a boyfriend or a husband or whatever, it's different. Are you... You're making it sound like... Are you saying Dad left you? I thought you said you both agreed to get divorced. Well, either way, he's not here, is he? Mom, what happened? With you and Dad splitting up? He always makes it sound like you wanted him to leave, but He does? I mean, If he's telling you I wanted this, See? This is why you need to be okay on your own. If you're fine on your own, when they leave, you don't have to feel this way. Remember that. well, I've got the screwdriver. Good. That's good. Ну, было понятно, что все-таки папашка бросил. Было ожидаемо. Ам, Ah, door, we meet again. But this time, I'm ready for you. Hey, good work. Thanks, Mom. О, какие милые тапочки. И немножечко жутковатые. Милота и жутковатость в одних тапках. Погоди-ка, дорогая, такое ощущение, что кое-кто вдруг струсил. У нас был план. Лео умирает, и я отправляюсь за границу. И как только все утихнет, ты последуешь за мной. Если уедет только один из нас, ничего не выйдет. У меня есть все, о чем ты когда-либо мечтала. Свой уголок, тихий городок, где никто не знает наших имен. И кучу денег, с которым мы можем продержаться черт знает сколько. Детям тоже понравится. Какой ребенок не хотел бы жить на судне? Выкинь эти глупые мысли из головы, соберись. Скоро мы будем вместе. Да, он так и не дождался. Would you have loved living on a boat? I don't think so. I wonder what age he thought I was. He couldn't have thought a teenage girl would want to... Wait. I hadn't even thought of that. My mother was just gonna take me and August, and we were all gonna run off to Canada? I mean, of course she wasn't just gonna leave us behind, but... Sounds like Grandma had some big plans worked up. Well, look, he said she started having cold feet. And she must have written him back and said she wasn't sure if she could come after all. You think she realized that maybe her kids wouldn't have been so happy moving onto a boat with some random man in Canada? Can I start calling him Canada Man? You can call him whatever you want. This is so strange. Love makes you do crazy things. Love or grief? Both?
Полой Библией. Так, еще и астрологией увлекался. Почему не можем в ящиках покопаться? Как мило. Ah, my mom loved this desk. I remember when she brought it home from the flea market. Jeez, how many desks did Grandma have? Kind of a lot, I guess. I mean, she was a writer. She liked to move around. Well, let's see what she was hiding in here. Ну, Ugh, частично. It's Но это не locked. новелла. This gives me an idea. Ключик из бабушкиного дневника. The little key? From Grandma's diary? Right. И привет, кстати. Хелен, ты не можешь меня бросить. Все это я делаю ради тебя. Все для тебя. Девочки и мои дети тоже. Знаешь ли, у меня нифига себе. Так это его дети? А мы не можем об этом поговорить с мамой, нет? Или он просто так называл их? Погоди. А, вот. Да, из этого в этом плане. По геймплею. Ходим, расследуем. Узнаем о героях побольше, об их истории. What's that? I'm sorry. What? What does he mean? When he says those are his kids? Was Grandpa Leo not your real dad? В том Could that числе. have been why he was trying to run away with you and August and Grandma Helen? I can't even imagine. Look, Mom. Look. This one. This note. It has a return address. Pierre Lautrec. Box 9, Hop2 Lake, Carndale, Ontario. Нам нужно туда. We should go check it out. What? No. No? But Tess, we already drove however many hours up here and dug around getting dirty and all this stuff. I'm not driving us to Canada based on some return address from over 30 years ago. We have the rest of the house to pack up, and I still need to call the electric company to schedule our end of the service, which I probably should have done sooner, and... Mom, stop. Речь идет о твоем отце, о том, кто ты на самом деле. Дом подождет один денек, а это нет. The house can wait a day. This can't. The house actually can't wait. A day? I mean, come on. It can't be that far of a drive. It says it's right across the border. And if we don't do it now, you think we're really ever going to come back? You could find out who this guy really was. Who your father really was. Who we really are. But not if we just turn around and go home. Okay, listen. Yes. Hey, I'm not doing this because of your sterling rhetorical skills. You didn't win this one. I just Как happen хочешь. to agree with you. I do want to know who my mother might have been mixed up with, Да, and why похоже. she never told me about it. А я думаю, почему And мне who так my real нравится? father is. And if we go check out this address, we might find nothing. But we might find something. Да, мама. So if one more day of driving is all it takes to find out one way or the other, Then why not, right? У нас мама тоже авантюристка, немножечко, Glad I could convince you. глубоко no, you внутри. just happen to be right. Exactly. Glad you came around to see things my way in the end. Okay. Should we get going? It's getting dark. А мы не проверили стол Let's find полностью. somewhere to stay for the night. We'll look up directions. Get back on the road in the morning. Hotel night. We're getting room service. Thank you, Mom. Best weekend ever. But we didn't find that hidden fortune you were so excited about. Yeah. Maybe it's on the other side of the border. Maybe.
Come on, let's get out of here. Нифига себе. Пьер Латрек настоящий отец мамы, что ли? Жесть. Мы нашли какой-то канадский адрес и обязаны съездить туда. Пора в путь. Да ладно? Я не вижу в этом ничего такого. Зачем? Наши соболезнования, наши мысли с тобой. Джанет и Майкл Ричардс. Примите наши глубочайшие сожаления. Да зачем? Потом во многих РПГ, в той же Пиларсе, там озвучка диалогов тоже частичная, к примеру. А частично они молчат. Это не выглядит чем-то прям таким уж фиговым. Прикольно, что иногда анимированный, не знаю. Мне тут стиль вообще более чем устраивает. Он весьма необычный. Такой немножко комиксный. Так, ну, вроде бы мы тут действительно все, в принципе, облазили. Да? Ключик мы использовали. Да-да. Сам ты шиза. Такое часто делают, ничего страшного. It's out there. Somewhere. That buried bootlegger gold. Uh-huh. Bigfoot, too, I hear. Do you think he found the gold already? What makes you so sure Bigfoot's a he? Oh, I love it. Equal opportunity for kids. Very forward thinking. It's 2003, Tess. Anyone can be a Bigfoot. 2003. Ага. Все-таки мы узнали, что сейчас 2003. Наконец-то. Блин, жалко, что мы бегать не умеем. Не то, чтобы это прям сильно надо было. Было бы не прикольно. Да это... А при чем тут Курт? Мы вообще не Курта ищем сейчас. All right. Time to order that room service. Курт — это прошлый парень мамы. This is not the kind of place that has room Курт уже был. service. I'm sorry. What? Hotels do room service. This is a motel. Just like the summer place was a mobile home and not a trailer. Right. But the other way around. But there's a restaurant and lounge right next door, though. I'm gonna head down there and get us dinner, okay? And I'm going to have a cocktail while I wait. It's been a long day. I'll be back with something to eat soon. Well, all right. That's almost like room service. What do you want to eat? Oh. Burger? Burger it is. Do your homework. Господи, ему уже хуй знает сколько лет. Так и знала, что не стоит брать с собой поездку в рюкзак. Теперь мама хочет, чтобы я делала домашку. Ну, в мотеле все равно особо больше делать нечего. Так, у нас телефон вообще звенел. Да зачем нам отражение в 24 году? Флоксетин. Хелен. Почему флоксетин нашей бабушке? Она тоже его принимает. Депрессия, все дела. Не знаю, прилежные ученики. Oh, yeah. Definitely stealing these. Блять, я думала, так только русские делают. Ясно. Не только. Notify the blah blah blah. Be aware. Что еще надо? Be sure. Got it. Oh, how lovely. Dirt flavored water. No thanks. И. Пипс.
Ну, что здесь может быть? О, что-то есть. Ooh, a visitor's guide. Oh. Hmm. Ну, такое. А мы не можем ее рассказать? Нет, не можем. Но мы же ищем не Бигфута. Привет, Тесик. Надеюсь, твой день хорошо прошел. Сень. Много работ. Блин, ну и перевод, конечно. Но завтра обязательно обязан поговорим. Ты всегда в моем сердечке, папа. Такое ощущение, что папа у нас немножечко незрелый человек. Привет, пап. Угу. Все еще. Как ты, Тесик? Ну ничего, сейчас в Канаду едем. Вопрос есть о тебе с мамой. Чую подвох, ну ладно. Ты всегда говорил, что мама хотела уйти, поэтому ты с нами больше не живешь. Но мама говорит, что это ты уйти хотел. Я запуталась. Так и сказала? Ха. Я бы сказала, что мы оба так решили, малышка. Мне улыбнулась удача, и я схватила ее за хвост. Я понимал, почему твоя мама не хотела со мной, и это нормально. Поэтому ты ушел из дома, с работы и все такое. Без тебя тут все как-то не так, и в магазине тоже. Да, в магазине без меня стало точно лучше. Да кому нужен папа, начальник? Нам с тобой было так весело. Все эти витрины, конкурс хэллоуинских костюмов, викторины по цитатам из фильмов. Новый управляющий такой нудный. Так и что там такое тебе подвернулось? Знаешь, я уехал, чтобы открыть новое дело. Сейчас я инвестирую. Я бы рассказал еще, но не хочу пока. Не буду точно знать, что все на мази. Тяжело читать, когда нет запятых. Все стаканится, и тогда я тебе расскажу поподробнее. Помнишь, ты в детстве несколько недель рисовала для меня книжку и не давала мне поглядеть, пока не закончила ее полностью. Она до сих пор с собой у меня, а ты мне ее показывать не хотела, пока не доделаешь. То же самое. Да, но она была маленьким ребенком, а ты взрослый мужик. Ты до сих пор ее хранишь? Я ни на что ее не променяю, только через мой труп. Просто не хочу поторопиться разочаровать тебя. Ты ведь меня понимаешь, детка? Ага, уж очень интересно, что там у тебя. Чуть-чуть надо потерпеть, надеюсь. Ладно, пора мне. Люблю тебя, Тесик. Люблю тебя, Тесик. А давайте до связи. Что-то папа меня немножечко вымораживает, если честно. Йоу, Фрэнки, мы выжили в заброшенном летнем домике. Ну, он так себе печатает, скажем. Проблемы есть некоторые с орфографией и лингвистикой. И много там привидений было. Вообще. Боже. И сколько привидений ты видела? Да там битком и все забито. Блин, я бы тоже на привидение посмотрела. Господи, им 15-16 лет. К слову о Жоте, что твоя мама сделала, когда ты рассказала про Неваду? Уймись, лол, я ей не говорила. Да что ты прицепилась к этому? Да расскажи уже ей, вдруг она тебя не отпустит. Потом, отпустит, конечно. Давай сейчас. Ладно, но нужен подходящий момент. Когда? Хз. И? Ты нашла, что искала? Ну, и да, и нет. Мы в Канаду завтра. Чего? Ага, мы нашли всякое про моего возможного настоящего деда. Посмотрим, вдруг узнаем про него что-то еще. Что? Ты, возможно, частично канадка? Ага, моя кровь на четверть кленовый сироп. Ну, что-то да, по-моему, около 16. Я звякну и расскажу все, когда дома буду. Связь тут ловит плохо. Ночуем в странном мотеле. Да ладно, довольно круто. Все старое, винтажное. Мама пошла мне за бургером в бар. Мне кажется, мама пошла напиваться. Огонь. А ты комнату в мотеле осмотрела? Вдруг там что-то странное есть? Скорее всего. Если найду что странное, начеркану тебе.
Фрэнс, интересно, есть ли тут что-нибудь странное? Надо писать, если найду что-нибудь любопытное. Я так понимаю... Блин, домашка-то, конечно, домашка. Мы разозлим маму, но можно ручкой пошароёбить и найти, что там писали последним, нет? Вообще я больше тут ничего не находила. И вообще нас не существует, это сон больной собаки. Ну нет тут ничего больше. Даже телек не работает. Может быть, сначала надо домашку сделать, чтобы скрипт сработал? Я не про тебя. Я про игру. Я из дома полотенце взяла. Что? Свое полотенце. Его зовут доктор Мягонький. О нет, дорогая. Оно мягкое. Оно мягкое. Как облачко. Разве не все полотенца мягонькие? Ладно, я просто не хочу утираться полотенцем до мотеля. И? Ну, они просто висели здесь, когда мы въехали. Ну да, их постирали и повесили для вас. Думаешь? Да. Не люблю неизвестность. Если уж хочешь переживать из чего-то в мотеле, то это простыни. Да, это такое себе. Да. Ну, на сайте знакомств я бы этот псевдоним точно не использовала. Будь я мужиком. Блин, ну тут точно с этим блокнотом что-то можно сделать. Что это за палочки, интересно? Нет тут больше ничего. Кроме доктора Мягонького. Угу. Мы заново просто все шароебимся. Тут есть буклет о том, что тут поделать можно. И что же? Парусный спорт, мост какой-то, фермерский фестиваль, исторический центр. И какая у этого центра история? Ну, наверное, типа там все старое. Ну, надо же. Да, дело не в проворот до отъезда. Посмотри, не умери от веселья. Блин, Фрейсис кайфовая. Ладно, значит, будем заново все просматривать. Кто ж знал, кто ж знал. А можно... Ага, можно. Почему не писать? Твоя подруга лучше. Я нашла какие-то таблетки в мамином чемодане. О, какие. Флоксетин. Не знаю, что это. Ага, и я. Может, тебе стоит перестать рыться в маминых вещах? Какая вредина? О, футболка, в которой мама спит. Что за футболка? Господи, какой у них интересный диалог. У всех взрослых они рано или поздно появляются. С концертов или из колледжа. А это откуда? Из маминого колледжа. Звучит круто. Не знаю, думаю, пойду работать, как школу закончу. Но мама будет бомбить. Тебе не понравится то, что я скажу? Что? Твоя мама права. Тебе нужно поступить, свои идеи воплотишь потом. Учиться дорого. Но эти деньги можно басик сделать. Выбираешь между учебой и басиком. Да, и басик выигрывает. Я отстану от тебя, но поступать тебе нужно. Ты слишком умная, иди покажи им. Фрэнсис права. Более чем. Можно писать про мыло? Нет. Шампунь? Нет. Про мистера Мягонького мы уже написали. Так, что еще тут есть? Про Библию нельзя ничего написать? Nope. Про это? Nope. Какой интересный вид. Блин, ну вроде все. А мама в баре сидит. Я думаю, мама не особо торопится к нам. У нее тяжелый день был. Оставьте маму в покое.
Блин, ну я реально не знаю, что тут еще. Это просто перманентно, это не закрывается задание. Тоже нельзя рассмотреть. Но я больше ничего не вижу. Hey, it's burger time. How's Плохо, that что ли? homework coming along? Fine. How was the restaurant? Overpriced. But I guess that's the price you pay for convenience. Here's your burger. Thanks. Enjoy. I'm gonna call August. Tell her I said hi. August? Guess where I am? At a motel in Powhatan. Tess and I took a little road trip. She says hi. We paid a visit to the old summer house. You remember the summer house? Mobile home. Anyway, we came away with some questions about Mom and Dad. Угу. Прикольное имя. Бургер мой враг, я его одолею. О, я хочу жратеньки. Господи. А можно подслушать? Блин, даже подслушать нельзя. Салфетка. Увеличить аудиторию Андромеды. Сарафановое радио. Что, футболки, постеры в местных школах. Лекции актеров и режиссеров. Нашла мамину записку на салфетке из бара. Ей, чё там? Какие-то заметки о театре, как привлечь больше зрителей. Думала, салфетка из бара будет поинтереснее. По ходу дела идут хуже обычного. Идеи так себе, надо бы их подкрутить. Будем бегать по улице с криками «Театр!» и запускать фейерверки. Сяду на самолет и напишу «Скорее на спектакль в небе». Пойдем на постановку началки и будем свистеть, что в Андромеде лучше играет. Ого. Что, дети быстро все забудут. Могу представить, как мама злится за кулисами. Наверное, салфетка нас победила. Да сейчас бы что угодно. Ладно, кажется, я нашла все странное, что могла. Пора домашку делать. Как скажешь, ботан. Угу. Оп. Значит, мы все нашли. Господи, как это вкусно. Ах. Так, могучий бургер повержен. Do you think, could Dad have... Yeah, she's here. Hold on. She wants to talk to you. I'm going out for a smoke. Back in a few. Hello, Teresa. Hi, Aunt August. This is all... It's pretty crazy, huh? Yeah, that's one word for it. How do you feel about it? Думаю, довольно I интересно. think it's pretty exciting. Yeah. I mean, it's a bigger deal for you and Mom. I just think, I don't know, it's just kind of, it's like seeing a whole new side of Grandma, now that she's gone. Yeah. I was still pretty young when our dad died, so I think it's a lot harder on your mom than on me. Да, конечно. I never really knew him. I'm sorry. It's alright. I've spent enough on therapy to almost be over it. Did you guys find anything out there? I haven't been since we were kids. Сказать про галстук. Мне кажется, ей будет больновато. Ладно, мне интересна реакция. We found your old friend, Nightshade. Oh, Nightshade. I'd forgotten about him. Kind of a spooky name. Yeah, I was a spooky kid. You know, our dad dying really did shake me up. Nightshade was to try and fill that void, I guess. That must have been hard. Yeah. What about the house? What was it like? It was pretty beat up. Yeah. I'm surprised it was still standing. I guess part of me hoped we could just move out there. Move out there?
Oh my gosh, you're breaking my heart. You'd rather live in the middle of nowhere than in Chicago? What? With me, in the townhouse. Didn't your mom say? No. What about Mom? Can she stay with you? Of course, both of you, but she doesn't want to. What do you mean? She... Look, you should talk to her about it. It isn't my place. Why didn't... Oh, hold on. Work is calling. I gotta go. Love you, Teresa. Love you too, Aunt August. Мгм. То есть маме легче быть бездомной, чем принять помощь от сестры. Слушай, мне надо папе помочь с ужином. Хорошо добраться до Канады. Смотри, чтоб тебя лось не укусил. And Jocelyn is looking at him, and it's so obvious that she forgot her line, and of course she did, because she only got off book a few days before, Мгм. and he's just staring at her. Ну ты же не канадец. Uh-huh. And Todd needs her to say it, otherwise the whole scene makes no sense, and it's dead quiet. It's opening night. And so then she just says, "Who are you? The pirate of Penzance?" Как все любят сейчас обижаться на все, правда? Tess, What? are you even listening to what I'm saying? Ну ты не Yeah. канадец. Pirates of the Caribbean. I'm listening. If you want to just drive quietly for a while, that's fine. I can do that. Какая же дурацкая скука. Интересно, как там папа и Фрэнсин? А мы не хотим узнать у мамы по поводу... Wait, where's my cell phone? Did I put it in the glove box? По поводу того, что он не хочет к сестре приезжать. Oh no. What? My cell phone. Она же I left взяла my cell его. phone at the hotel. Are you sure? Yes, I looked everywhere. It's not in the glove box. It's not in my backpack. I don't Oh. have the charger either. I must have left it on the charger at the hotel. Мы должны... We have to go back and get it. Tess, we have been driving for over an hour already. We are not driving all the way back to the Можно в отель motel just so you can позвонить. have your phone for one day. You don't understand. Фрэнсин будет беспокоиться обо мне. Francine is going to be worried about me. We text or call or see each other every day. She's going to wonder what happened to me. Didn't you text her before we left this morning? Yeah, but And your cell phone wouldn't work in Canada anyway. I'm sure Francine will be fine till we can pick up your phone from the motel on the way home. Mom, we have to turn around. We haven't been driving for an hour. Yes, we have. We left 1 hour and 18 minutes ago. Well, we can drive faster on the way back. I am not breaking the speed limit and getting pulled over and getting a ticket because you can't wait till tonight to You get know, I wouldn't have left my phone there if it wasn't for you. You were СМС-ки lying стоили to 1 me, and I was копейку. so Или distracted. 50 копеек And стоили на now Теле2. you won't even go back, and Hold on. I was lying to you? When was I lying to you? Я много переписывалась. Не было же все-таки интернета. Но про таблетки-то не стоит спрашивать, я думаю. Ты не сказала мне, что you может быть didn't у tell me we Августа. could stay with August. Why would you just lie to me and say August was unwilling to help us? I didn't lie. She doesn't want to help. Helping would be buying the house, and when I asked, she said no. But she offered to let us stay with her. And I said no. There's a million reasons why that's a отрицательник. bad idea. At least we'd be sleeping in a bed and not a car. We aren't gonna sleep in the car. I'll figure something out. Aren't you concerned? We have no plan. You have no plan. I have a plan. Money might be tight, but it's not like I don't have a job. Ну, насчет папы-то фиг с ним. Она к сестре не очень хорошо Why относится. don't you like August? Excuse me? Where did you get that idea?
You always act like she's a pain when she's just trying to help. It's like you're jealous of her. First of all, I am not jealous of her. It's a lot easier to make money when you live by yourself, especially if you're so far away. Your own family is an afterthought. I had to do all the work for Grandma. August just stayed in Chicago. You're making her sound so selfish. She's not like that. You've never lived with her, Tess. It's not gonna Как be like your little называют большой, vacation. мертвый August thinks пельмень. she knows what's best for Микрома- everyone. I can't be around someone like Спасибо. that every day. Блин. Wow, I can't imagine what that feels like. Do you think you're the only person with problems and the rest of us are just running around doing Такой whatever? момент. You're exhausting. No О, wonder это Dad зря. left. Это Don't bring зря. your dad into this. Why not? Why can't we talk about Dad? Некромант. Actually talk about Dad for once? The divorce, I don't want to have this discussion right now. fine. You don't want to have this discussion? I'll just find out when I go to Nevada. What? When I see Dad when I go next month. You're not going to Nevada next month. Yes, I am. I already have the tickets. What do you mean? With what money? From my business, I'm going. From your business. I can't believe you. That you would go behind my back? If you just told me what was happening, I wouldn't have to. I wouldn't have to ask Dad to tell me the truth. The truth? Please. Oh, so that's what this is all about, huh? You want to know what's the truth? Fine. Here's the truth. The divorce wasn't mutual. I divorced him. You. Your father announced he was going to Reno to become a full-time gambler and expected me to say, "Oh, sure, honey, feel free to abandon me and my daughter and dying mother to try out your next get-rich-quick scheme." What? What kind of person would think a marriage could work with that kind of distance? So then I have to be the bad guy, just like always. He gets to run away and be the fun parent, and I have to be the mean mom and do all the work. So I divorced him. I'm sure he's just as proud of his new job as I am, and that's why you're hearing about it now. Не, ну может, So 50 sure, копейки, Go to наверное, Nevada, ask загнула. him all about it. I'm sure he'll tell you the truth. Я не просто потеряла телефон, но еще и с мамой поругался. Отстой. Наверное, будем теперь сидеть молча, пока не доедем до этого тупого плавучего дома. Как увлекательно. Сарказм. Я помню, что в Теле2 сначала там что-то стоило пару смс или сколько-то смс там типа рубль, а потом вот я не помню. Наверное, 50 копеек это дохера. По-моему, там что-то около 10 копеек вообще, может быть, даже. It's a dead end. Но я помню, что дохера It's not a переписывалась dead с смс-ки. end. We just have to get out and walk. Where, Tess? I don't know. I'm trying to figure it out. I think it's through here. Thanks for the help, by the way. Look, I know you're upset. We both are. Let's just get in, see what we can find about Pierre, and get out. Before I change my mind. Agreed. Похоже, мы наконец добрались до плавающего дома с фотографией. Скорее всего, он принадлежит тому таинственному мужчине. Лучше бы тут и правда было что-то стоящее. Ого, какой вид классный. Но он стоит все еще. Но выглядит заброшенным. Ого, даже почтовые ящики есть. Lautrec! That's the name of the mystery man. Think he's got mail? Guess we'll never know. It's locked anyway. Maybe that's for the best. Tampering with other people's mail is illegal. Мы нашли почтовый ящик с именем Лотрек. Хочется взломать его. Хотя взломать его нельзя. Мама говорит, что это незаконно. Что за чушь? Нет, я из ОБС не выхожу. Он меня просил обновляться, и я сказала нет, потому что каждый раз, когда он обновляется, у меня какая-то хуйня происходит. И уж тем более с Твичом все ок. Блин, какой Death Stranding. Там где-то Сэм Бриджес идет.
Слушай, я один раз вошла и больше не выходила из ОБС. Ну, через логин, пароль Твича, да, скорее всего. Is that dried blood? Ew, 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 ew. Why on earth did I just touch that? М. Ну, все возможно. Если учесть, что была обнова, я говорю, ОБС постоянно после обновы фигней занимается. Yikes. Somebody has anger issues. Couldn't just set down the knife gently, could ya? Это не мотель. Мы приехали на пристань, где лодка нашего потенциального дедушки, как оказалось. Что-то было. Потенциально, а не подозреваемый. Pierre! Pierre was here. Looks like we're on the right track. Ну, что там? А можно, блять, я не так хорошо знаю английский, чтобы это переводить. Ну, короче, что-то насчет уборки, это для тебя, Пьер. Вот. Но, скорее всего, спился, потому что к нему так и не приехала его любимая женщина с его, походу, детьми, которую он ждал и ради которой он все делал. Но тоже такое себе взять, бросить все, бросить нового мужа. Там что-то говорилось в какой-то записке, что дамбу строят. Ну, собирается построить. Видимо, построили, раз так обмельчало. Ну, если ее подлатать, если был видок более радостный. По-моему, здесь легче вскрыться, чем жить. Так, а как нам вообще спуститься-то туда? Что-то пока не очень понятно. Лестница сломана. Или мы что-то должны были там найти? Но я ничего не нашла. О, How are we supposed to get on board? Maybe there's something around here we can use. веревка. Там была веревка. Нет? Ну, действительно, хуя нам веревку. Еще одна веревка нет? Действительно, хуя нам веревка. М. М. Что могло бы помочь? Нож вряд ли. Что такое? А, окей, открывашка. Я думаю, может, ключ. Хм. Ну, я тут что-то ничего не нахожу полезного. Да ладно, мне кажется, там легко перелезть, можно было спрыгнуть. Тоже не проблема. Да, пухлик. Вот веревку еще нет. М. Да, она не хочет.
Может быть, с другой стороны как-нибудь добраться можно. По земле. Ну, ключ мы не нашли пока так. Но отсюда мы не сможем выйти. Понятно. Хм. Там лопата или что? Блин, что-то непонятно, что тут надо делать пока. Угу. Ну, вряд ли нам рыболовная приманка чем-то может помочь. А, это весло, а не лопата. Кто весло захерачил? М. М. Там что наверху есть? А, просто бутылки. Ключа нету. Так, я хз. Не знаю. Оба правы? Ну почему бы нет? Да нет, кстати, на картинке тут выглядит как не оба правых. Или левых, неважно. Ну веревка же есть, нет? Почему веревка не воспользоваться? Закрепить и спуститься. По двум левым ногам. Мы никуда не хотим идти. Вперед вообще она не хочет. Даже к краю подходить. Что очень странно. По-моему, там наименее высокий. Да, если он вообще жив. Блин. Я вообще без понятия. Какой-то пиксель-хантинг, который я пропустила. Ну, там лестница тоже сломана. Опа-на. This is so stupid. We're trespassing. We need to go back home. Да But хватит, What if you fall успокойся. off and break your neck, Tess? Or who knows what's even in that boat? Or if the floorboards are all Мама ждет, rotted, пока мы or сообразим. but we're already here. And the trailer home mobile home. Что? the Мы mobile доску нашли. home was fine. I just think if we go back now, what's the point? Don't you want to know what happened to Grandma?
To find Pierre? Okay, fine. You stay here, and I'll see what I can find. No, you can't go in without me. Don't tell me what I can't do, Tess. No matter how grown up you think you might be, I'm still your mother. Если мать сломает ногу, как мы доедем You're до right. обратно? I'm sorry. We've done all of this so far together. I just don't want to give that up. All right. We'll do it together, but I should go first. No, I should go. No way! What if you fall off? I could say the same to you. I should go first. I'm not gonna let my poor, aged mother walk across a rickety bridge before I'm sure Засранка. it's Что за safe. эйджизм? Let's flip a coin. Call it heads or tails. Мне никогда не везло в эту игру. Tails. I won! Just Ей! be careful and stay away from the edge. Блин. Главное, до Австралии не докатиться. Quite the party boat Pierre had going on here. No kidding. I kind of want to clean up the rest of these. Ugh, why? Well, they're all in the bucket except these two. They've been separated from their friends for so many years. Now they will be reunited at last. Странная девочка. Так, тут у нас есть... Нихуя себе. Или это для фаеров интересно? Или это револьвер? Да, вот, наверное, сигнальный. Ну, конечно, да, но жестоко. It's locked. This must be where the money is. I seriously doubt that, but regardless, we'll have to... Can I just kick it in? I'd say you're free to try, but I don't want you hurting yourself. How sturdy Как? can it be? Ow. All right, pretty sturdy. Она собралась взламывать ее, просто стукнувшись. Так, окей, надо найти ключ. Хелен. На удивление, быстро получил твое новое письмо. Плавучий дом, жизнь на воде, идеи романтичные. Но тебе не кажется, что он немного мал для нас двоих? Для нас и двоих детей, включая подростка. Ты не мог мне написать до того, как принял это решение? Мы пока здесь, ждем, когда все уляжется. Хоть я и рад начать новую жизнь, меня мучают сомнения. Как отреагируют дети? Учитывая все, через что они прошли, что, по-твоему, скажут мои родители, если мы просто исчезнем? Бедная мама. Она уже потеряла зятя. Разве нас не станут искать? Ты уверен, что нет другого варианта? A letter from Grandma. Can Классное you занятие. imagine if my mother had actually moved us up here to stay? I'd be Canadian. You wouldn't even exist. Whoa. What? Well, who knows if I would have had a daughter if my whole life had changed back then. I certainly wouldn't have met your father. Wow. So this is like looking into an alternate reality. Не, I'd like to Найтбот live in интересное another делает reality. ссылки, Like what? сам себя блочит. Умничка какая. Найтбот вообще отключить надо. Блин, не знаю, мне отец что-то не особо нравится. One where we were really rich, and you could fix up the Andromeda and make every play there amazing? Tess. And we could keep Grandma's house and make it all perfect, like better than it's ever been? There's no way to that reality from here. Котя. Ого. Ого, Госенька. Wow. This is from when Grandma was really young. Привет. Yeah, I don't think I've ever seen this one. You look a lot like her. Really? I always thought I looked more like my father. Но мой. Maybe you were just imagining things? Но он сам себя заблочил ссылкой. Oh, you mean because he might not have been my father? I suppose I can see the resemblance now that I think about it. You have her smile. Коты, вас слишком много тут на квадратный метр. Да, есть такое. Вот.
Кот. Кота. Кота. Что вы тут вокруг меня ходите? Что такое? Что такое? Ну, тут второй кит еще рядом. Что такое? Носяра. А вот этот себя не блочит. На столе. Да, пухлик. Я не буду ее тревожить. Начался, он уже идет 3 часа. Прости меня, пожалуйста, чел. Если что, я научилась. Я поняла, что я могла тебя разблокировать. Но это было слишком поздно. Если что, я все равно там стрим потом закончила, так что ничего страшного. Ничего сам не пропустил. Да, я промазала. Я не знала, что я могу через планшет разблокировать спокойно обратно. Ну, с кем не бывает. Не обессудь. Wow. Cool. Tess, don't touch that! Why not? It's just as grimy as anything else in this boat. Plus, I want to find out what the winter campus fashions were in 1968. Ugh, you don't know where that's been. Но вряд ли он It's журнал literally засовывал been right где-то, here for 30 куда-то. years. I mean before that. Like... Never mind. Never mind. And I think it was fringed jackets. The winter campus fashions in 1968? And patterned tights. But really? Put that down. Ну, если коротко, мы с матерью ездим по разным местам из ее прошлого. Раскрывается история, кто был, оказывается, нашим дедушкой, что у нашей бабули был роман на стороне. Также узнаем разное о матери, о том, почему они развелись с отцом. Вот, как-то так. Всегда смущают салфетки, которые стоят рядом с кроватью. Ну, на самом деле, да. Сколько удочек. А одной было недостаточно. При этом 3 из них одинаковые. Boy, really getting into the sea captain persona, aren't we? Did the boat ever even leave this dock? Русалки никогда не помогают. Пиво, спиртное. А чё, как дохуя? Погоди. А откуда 39 сумму получить? 39,9 на картинке. Да. Почему 40к за пиво? Damn, 40 grand. We've definitely found our man. Что-то я не This must have поняла. been from when he drove up here. Imagine spending $6 on a steak lunch. Or $7 for a tank of gas. Did people just drink more back then? Yeah, I think so. But this is a lot, even for 1968. Да, дедушка любил выпить. 3000 баксов за плавучий дом. Да, конечно, тут бутылки везде. $3,000 for a houseboat? Are you saying that's a lot or a little? Я не знаю. Много, мало? Много. These are like $1968, right? I mean, $3,000 then is probably like... Марс. $1 миллион. Давай 100, давай среднее. $100,000. Well, that would be a lot to pay for a houseboat like this, but no, it wouldn't be anything like that much. По-твоему, все So how рыбаки much пьют? then? I don't know. $10,000?
Well, that was my second guess. Блин. So, what else could you have bought for that much back then? A car? A nice car? Probably. Maybe. Yeah, so this crappy boat for the same amount you Особенно could для buy, нас. like, a sports car with? Seems like a lot. But you can live on a houseboat. You could live in a sports car if you don't have a very high standard of living. Yeah. Much higher standard of living on this rotting houseboat. Cool. Nobody to spy on now. Так, записки мы посмотрели. Ага, там внизу же еще люк был, надо не забыть, кстати говоря. А где он был? А, с той стороны лодки. Какая миленькая кружка. Ага, в море. Вот ему зачем удочки. Он ловил алкоголь. Зачем тогда его покупал? Так, но мы ключ так не нашли, кстати. Либо он в том люке как раз где-то. Тут вроде больше я ничего не нашла. Давайте еще раз глянем. Да, там уже говорили, ребенок ее говорил, девочку, с которой мы играем, что ее одноклассники считают ее маму очень горячей. Нет, он ловил бутылки, а там записок даже не было. Слышишь, как грустно. Так, ну я не знаю, я больше тут вроде ничего не вижу такого. Поэтому, наверное, снаружи пойдем. Посмотрим. Где там? Наверное, в то время это было очень живописное место. А мы никак не можем с этим взаимодействовать. А, ну здесь еще есть дверь. Ок. Ну тут люк же. Я твой отец. Класс. Тоже заперто. Можно выбить окошко. То есть фактически тут ничего на данный момент. Мы просто знали, что здесь есть закрытая дверь. Ты серьезно не хочешь никак это прокомментировать? Маман в нашем воображении, походу. А, вот еще один. Точно, это значит с другой стороны. Точно. Dodge this. Прям как Silent Hill. Just like Silent Hill. What? Oh, it's this video game we played at Francine's house. It's a horror game. She really likes that stuff. Канатки крутая тема. Seriously, Чё их не Tess? любить? You're thinking about video games right now? It's Какая вот foggy in the game. скучная. Oh. А мы его... Нет, мы его не можем взять. Все еще хер с ним, да? Evil. Это надпись имеет какое-то отношение к хозяину? О, дверка открыта. Ага, мы сюда как раз попали. Да, видимо. Ну, кстати, нихуя себе, тут туалет для лодки. Охереть. This looks intense. What's the brushy thing for? Какая-то любопытная.
Так, ладно, сначала давайте. Ого, он и кроватки приготовил для них. Но там же дети-то были взрослые. Господи, он тут все обустроил для них. Oh, it's for 4 players. Sorry, Pierre. Это очень грустно. Прошу, перестань говорить о глупых мыслях в моей голове. Мои опасения вовсе не глупые. Это касается всех нас. Ты говоришь, что у нас будет все, на что можно только надеяться. Но это не я решила сбежать за границу и говорить глупую малышку Хелен разом перевернуть всю ее жизнь и жизнь ее детей, чтобы последовать за мной. Неважно, сколько тут денег замешано. Мои надежды связаны с тем, что нельзя купить на деньги. Друзья, которые со мной с самого детства. Мои отношения с родными, приносящие удовлетворение работу, благодаря которой я помогаю людям. Мои дети будут расти в окружении любящих бабушки и дедушки и своих друзей. Именно это ты просишь меня бросить. И ради чего? Уединение в незнакомом месте, на дырявом суденышке. Деньги, которые можно тратить, но на что? Какое это имеет значение, если все остальное потеряно? You tell him, Grandma. Yeah, not one to mince words. All those years of writing advice columns paid off, I guess. Kinda nice that she was thinking about you guys, too. Not just uprooting your life, dumping you in the middle of nowhere. Yeah. I can't imagine what it would have been like to grow up here. You'd have to learn French. Sacre bleu. Oh no, it's already happening. А подарок мы не можем открыть. Жаль. Интересно же, что там. Ты не хочешь это прокомментировать никак? Серьезно? Вообще никак? Странно. Ну, подарок. Я хочу открыть подарок. Интересно же. Виски, вино. Принадлежности для девочек. Игра в кости. Спа-жилетки. Скачки, ипподром. Кофе, вино. Виски, портвейн, водка. Игра в кости. Покер. Boy, he really burned through it. I can't imagine just spending $40,000 on nothing. Well, some of it was on this boat. Yeah, seems like he really loved it. Can you imagine Grandma living here? Can you imagine August living here? Maybe then she would have been a famous painter, because she would have, like, had to paint a bunch of stuff to make it less ugly. For sure. And you and Grandma would have had to fish every day. This is a very tempting scene you're painting. I'm imagining something like Little House on the Prairie, but on a boat. Little houseboat on the river? Rolls off the tongue. Простите. Пухлик, не играй с едой. Местные стражи порядка полиции штата разыскивают банду воров, скрывшихся с неразглашаемой денежной суммой, похищенной в Клеймон Клозерс во время ограбления в субботу вечером. По информации полиции штата, мужчины проникли в магазин в 1:20, вскрыли сейф, забрали сумку с деньгами и скрылись. Свидетелей преступления нет. Мы призываем местные фирмы в конце каждого рабочего дня вносить всю наличность на счета в банках. Цивил офицер полиции Портман Рэндалл Уэстон. До тех пор, пока грабители не будут пойманы. Оставлять деньги в магазине на ночь крайне опасно. Полиция штата Мичиган открыла анонимную горячую линию для получения любой информации о личностях воров. Ясно, The кем burglary ring. дедушка Mom, был. Grandma's boyfriend here was a bank robber. Why else would he have this? И откуда деньги? Maybe my mother sent it to him. For what? To keep him abreast of current events? Oh, come on, Mom. Grandma had a thing going with a bank robber. How cool is that?
Well, okay, they didn't rob any banks. It was the jewelry counters at department stores and things like that. Какая разница? Department store robber doesn't quite have the same ring to it. And it wasn't robbery, it was burglary. What's the difference? A robbery is when you take something from someone under duress. A burglary, you take it when they're unaware. По-моему, однохуйственно I think. абсолютно. You think? Listen, it's been a while since I've brushed up on my criminology. And why are they so sure it was men? What? It says the men broke into the store, but there were no witnesses. So how do they know it was men? You're thinking lady robbers. Like Catwoman. I like it. Very cinematic. Do you think Grandma could have helped? Are you seriously asking if I think my mother was an accomplice in all this? М, On second thought, maybe not. Grandma Helen was too smart to get involved in something like that. Ключа, кстати, так еще не наблюдаю. Там все посмотрели, да, ведь? Хм. О, стоять. Просто вино. Списки. Как же он дохуя пил. Так, фонарик мы взять не можем. Блин, похоже на железный фонарик, который был, по-моему, у каждого в 90-е. О! Ключ. Да-да, снимал. Это понятно. Конечно, нервничал, блин. Он ждал, что к нему приедет любимая женщина. Пиво, вино, спиртное. Wow, that is a lot to spend on whiskey. $45? A lot for back then, I mean. Whiskey was more expensive then, too. Plus, judging from the state of this place, this was probably a reoccurring order. Geez, slow it down, Pierre. I don't think he was handling my mother's change of heart too well. With this amount of booze, it doesn't look like he was handling anything too well. Listen, let's just get back to it. It's cold in this busted old boat. В смысле вернемся? Нифига. Мы еще не везде полазили. Attention, every... Oh, man, what? This doesn't work. Should have seen that coming. Дартс. Прикольная штука. Настоящий моряк с трубкой. Угу. Так. В шкаф мы не полезем. В это мы тоже не полезем. Жаль. Получила твое последнее письмо. Вот мой окончательный ответ. Ты говоришь, что сделал все это ради меня, но это не так. Все, что ты сделал, ты сделал ради себя самого. Это ты был недоволен нашим домом, нашим доходом и всегда хотел больше. Это ты принял решение заработать больше денег рискованными незаконными средствами. Это ты решил сбежать в Канаду, чтобы спасти собственную шкуру, и даже не сказал мне, пока не стало слишком поздно что-то менять. Ай. И мне оставалось лишь последовать за тобой. Я больше не пойду за тобой. Ты говоришь, что девочки и твои дети тоже. Конечно, это так, но они и мои дети. Погодите, но старший... Насколько старший ребенок был... Какая разница между младшей и старшей?
Она ж тогда должна хоть что-то помнить. Я каждый день рядом с ними, пытаюсь смягчить их горе и утешить их в связи с потерей отца. Изо всех сил стараюсь выкручиваться, но я начинаю к этому привыкать. Привыкла справляться сама, привыкла говорить за себя. Жить новой жизнью для меня жизнью. Я становлюсь на ноги и чувствую себя лучше. И это все. So I guess that's it? Grandma and Pierre went to all this trouble and then Grandma just changed her mind? I think maybe she wasn't so convinced in the first place. Well then, why string Pierre along like this for so long? He bought a boat and fixed up the kids' room and everything? Maybe she just wasn't sure at first. Or didn't want to hurt him. Oh yeah, I bet he felt great about reading this. Это уж громко сказано, конечно. Да просто работа на себя. Ого, еще какой-то ключ. Looks like a mailbox key. А, почтовый. Oh, I was hoping that would turn up. I Я уже swear, забыла про you него. could be so nosy sometimes. Больше тут ничего нету. Ну, хватало. Сейчас что-то не очень. Ну, ничего страшного. По крайней мере, мне есть где жить, в отличие от героев. Looks like Pierre tried to mail this, but he messed up the postage or something. Let's crack this bad boy open. Wait, opening other people's mail? Мы I только don't что know, этим Tess. занимаемся. If this guy was your real father, you're his next of kin, so it's fine. Is that how that works? Да, I don't согласна. know, probably. Makes sense to me. I suppose you have a point. Let's see what we've got here. Всем заинтересованным лицам. Признаю свою вину в совершении серии краж со взломом, в результате которых было похищено почти $500 000. Я проработал инспектором... Погоди, но у нас дедушка работал инспектором по недвижимости. В округе Гин почти более 10 лет. Во время игры в покер в 66 году ко мне подошел человек, который предложил заплатить за мои чертежи и знания. Он и еще несколько человек нацелились на универмаги и другие фирмы, за ночь перевозившие большие суммы наличных. Отношения между нами развивались, и меня все больше втягивали в это дело. Мне платили 10% от награбленного в обмен на информацию о том, как обмануть службу безопасности магазинов. Со временем выбираемые ими цели становились все более рискованными. Я не мог отказаться от нашего соглашения, поскольку они угрожали не только мне, но и моей семье. Не видя другого выхода, я подделал свидетельство о смерти с помощью документов, которые забрал из окружного офиса. Я оставил свою жену и дочерей, чтобы пересечь границу под вымышленным именем и дал им указание следовать за мной. Они этого так и не сделали. И я жалею, что просил их об этом. То немногое, что оставалось от моей украденной выручки, я уничтожил. Моя жена Хелен ничего не знала о моих преступлениях. Когда узнала, было уже поздно. Она согласилась на инсценировку моей смерти только потому, что у нее не было другого выбора. Она невиновна. Я сам принял решение участвовать в этих преступлениях. Прошу только не трогать мою жену и дочерей. Это мое признание. Леонард Лемброс. Так это и был... Так нашего дедушку и звали Леонард Лемброс. А Пьер — это его вымышленное имя. What? Что? So Pierre was my Да, вор. dad? He wrote this whole confession, but it never made it. It's been here ever since. I can't believe it. Well, Вас it не says right смущает, что он there. Леонардо? No, I mean rhetorically, Tess. Jeez. Right. I'm... So my mother wasn't having an affair at all. Or whatever this would have been. Not except with Grandpa's secret identity. So my father hadn't died.
when we thought he'd had a heart attack. He was just... here. On this dock. We never got to know him. He was just a car ride away. August and I suffered over something that never Нихера себе even поворот. happened. Так он сказал, что уничтожил все оставшиеся деньги. Мне очень жаль, мам. Yeah. I'm really sorry, Mom. For your whole life, you thought your dad had just died, and you had to live with that. That really sucks. I can't believe I can't believe he just abandoned us. All this time, he was... here. He gave up his family, his children. For an old boat and some booze. I wish I could have talked to him. Just one more time. And my mother living a lie for the rest of her life. I can't even imagine. I just wish I could have talked to her about it. While she was alive, I just... Хотела бы быть рядом с Wish ним. you could have been there for her? Yeah. If we could have just... She didn't have to carry all this alone. I can't believe she would do that to us, lie to us, her whole life. Why didn't she say anything? Even when we were all grown up. Maybe she was trying to protect you. Yeah, maybe. August was so little. But I was old enough to know the truth. I just wish we would have talked. So, that's it? He spent all his money, tried to send this confession, and disappeared, and he never came back? Do you think he could still be alive? I don't know. Honestly, I honestly don't care. It doesn't really matter, does it? Either way, he's gone. You don't want to keep going? Maybe we could find... No, I think we've found enough. Yeah. I'm sorry, Mom. He pretended to die. But he really just left me, like everyone else. I didn't leave you. Well, maybe not yet. But your dad... I thought you said you were the one who kicked Dad out. I mean... Well, it wasn't quite like that. I guess... Listen. I'll give you the full story in the car. I'm freezing out here. Yeah, me too. Tess, thanks for doing this. For coming with me. Of course. And for pushing me to find out what happened. Just doing my job. I know I haven't been the best mom lately. But I am so lucky to have such an incredible, kind, Oh, Mom. beautiful, Да. hard-working... Лето все приближается. Stop. You'll make me cry. Just such an amazing daughter. I love you, Mom. I love you too, honey. Summer is coming. О, как красиво. Тут ничего не поменялось. Hey, Mom. I was thinking about something. I wonder what Grandma would say about all this. Good question. What do you think? I don't think she'd be too happy. Now, girls, I hid those private things away so people wouldn't find them. I don't know why you couldn't leave well enough alone. Well, if you didn't want people to find it, maybe you should have gotten rid of it. Well, okay. Maybe I did want you to find it. A little bit. So you asked about what happened with me and Dad. Uh-huh. Well, your dad, you know, was always looking for the next thing. Always had a new idea to try that was gonna fix all his problems, our problems. And for a while, it was the video store.
And then that sales thing, and then he decided that he was gonna be a professional poker player. Азарт — это Is that what плохо. you meant by full-time gambler? Yeah. I mean, not really a gambler. He's not playing with his own money. It's all А, tournaments and stuff. They're playing as a sport. м, Не знаю, не вижу в этом ничего прикольного. That's insane. Didn't anybody tell him the house always wins? Oh, I did. But this isn't playing poker against the house. It's against other players. There is no house. Believe me, I heard all his justifications. There were plenty. And even though he's been gone for a couple years, he's never told me why he's really out there. Why wouldn't he tell me? Maybe deep down, he's not so proud of it. Maybe he just didn't want to tell me till after he'd hit it big? So he chose right when Grandma really started getting sick and we moved in to take care of her to go off and follow his dream? He must really like poker. He likes it. But I wouldn't say that's the real reason he left. The split came at a really hard time. The theater was doing worse, and I was spending all my time there. Then your grandmother started really declining and needed more and more help. I think when I decided we needed to move in with her to care for her, well, being a full-time caretaker for his mother-in-law was not something your father ever signed up for. So he left for Nevada. He wanted to stay married. Said we could make it work. But by that time... It was already over. Yeah, exactly. I realized that this was a pattern that would never really end. Do you blame me for ending it? Да нет. No, I get it. You needed his support, and he just ran away. Kind of forced your hand. Yeah, kind of. That sucks, Mom. But I do miss him. I'm sorry for buying the tickets. Oh, I should have talked to you first. I guess I thought, I don't know, that Dad, explain everything to me in a way that made sense, and that he was living some great life out there. no, you shouldn't apologize. I'm sorry I didn't tell you earlier. I guess I was embarrassed. That I would have married such a ding-dong. Professional gambler. I didn't want to have to say it out loud. But I guess you can't keep running away from your problems forever. Now I have these tickets, and I don't know what to do. I think you should go. To Reno? Зачем? I think it would be Машина good for сама you себе to едет. hear his side of the story. We may not always get along, but he's not a bad guy. And you guys have a good relationship. You should spend some time with him. I think it'd be good for both of you. Это Тесла. Are you sure, Mom? Yeah, I'm sure. But it's not over Thanksgiving, right? Oh, God, no. And Miss August mac and cheese? Fat chance. Мгм. I'm proud of you, Mom. For what? What do you mean, for what? You're kick-ass. How many moms would stop packing up their house to drive their daughter all over Michigan to search for a family secret? Or run their own business, run a community theater? That's pretty cool. All right, all right. Maybe not the brightest idea from a financial perspective, but it is pretty cool. Thanks, honey. That means a lot. And speaking of businesses, that's pretty impressive that you made enough money to buy a plane ticket. Yeah, it's exciting that people are willing to pay me to design websites. Well, I've seen what you can do, and you do a great job. Thanks, Mom. Дождись, когда I'm вторая часть выйдет, serious. переиграешь When I перед. saw your web Я, stuff, по крайней мере, I так mean, I планирую. don't always know what I'm looking at, but I know it looks good. Thanks. An artist's eye, just like your grandma. And my mom. А, But тогда, maybe it естественно, skipped надо. over my aunt. Come on, her painting wasn't that bad. Ну, не Well, знаю. I guess Мне кажется, I поиграешь guess I always первую, и imagined изменишь свое that мнение. you'd go to Ford, like Grandma and me. It's silly, but it's not fair of me.
God knows I didn't do everything my mom wanted me to do. Когда шалила. Нет. Like seeing Kurt? Yeah, exactly. Amongst many other things. But yeah, it's hard to let go, to see you as an adult, and not just my baby girl. Мгм. Mom. You were so cute back then, even cuter than now. Stop. And you had the biggest head. Everyone said it. Everyone said, that's the baby with the biggest head. Bowling ball head. The bowling ball baby. Yep. And it was all your dad. On my side, we all had perfect, tiny little heads. Like golf balls. Mm-hmm. Не знаю, в чем So, проблема. What do Читать. you think about the whole August thing? Moving in with her? Yeah. I guess Да, индику я тоже big поиграю. decision moving to Странная, Chicago. интересная штука. Yeah, that's putting it mildly. Would you want to move in with her? Да, это, по-моему, It хороший выбор. seems like a good choice. Even if it's just for a while, at least we'd have a place to stay. Yeah, that's what I'm thinking too. Are you worried about the theater? Or my school? These days I'm worried about everything, but I'm confident too. Confident we can figure it out. Yeah. We've been through so much this last year. You've been through so much. I have to have faith that we'll continue to make things work. Yeah. Ну, тут Me нет. too. А, I ты will про Hellblade сейчас? August's house? Потому что здесь nice. экшена-то нет. Her bathtub is the size of my bedroom. Yeah, I mean, it'll be worth it for the bathtub alone. М, We should Так, call August and tell так her about all Hellblade this. переводили Oh, геймвойсеры, hey, если August, что. guess what? У них есть Русик. Our dad really is Но our на твоем dad. месте... You can sleep easy. We're not French Но на твоем Canadian месте я бы after все-таки с all. оригинальной переиграла. Поиграла. Ну, пока без Русика. Но, не Whatever знаю, we end up оригинальная doing, шикарная с I'm just озвучкой. glad. I'm Ну, glad. оригинальной озвучкой. Yeah. Me too. Не знаю уж, как геймвойсеры голоса переводили, но мне кажется, вряд ли они добились той атмосферы. О, я так и думала, что мы сегодня быстренько и пройдем. Ну, как всегда, очень-очень душевненько. Мне прям зашло. Люблю такие истории коротенькие. Жаль только, что с да, и телефон мы не вернулись. С папашкой не поговорили, единственное. Но с другой стороны, зачем это показывать? Если тут, конечно, не будет сцена после титров, что вряд ли. Да, неплохой такой роуд-муви, небольшой, душевный. По-любому у меня вырежут звук свеча из этой песни. Дед Финч не их, но Дед Финч шикарный. Из того же разряда суицид Рэйчел Фостер, Gone Home как раз. Издателя, разраб-то не тот. Firewatch. И Everybody Goes to the Rapture. Классная штука. Я не успела прочесть. Что тут many people? Издатель издает, а не разрабатывает. Блин. Ну, там вряд ли будет. Или нет. Или будет. Да, nope. У них нет сцен после титров. Короче, ну и хорошо, хоть кто-то вкладывается в них. Жалко, не так часто они выходят. Я еще какую-то индюшку нашла. Тоже, скорее всего, коротенькая. Не знаю, на следующем стриме буду ее проходить или нет. Red Evil, по-моему, называется. Она хоррорная, правда. Но, по-моему, тоже симулятор ходьбы. Вот, мы будем завершать. Это не то, что я хотела сделать. А вот, всем пока. Понятно, когда я пытаюсь... Ага. Red Evil, да, я и говорю. Red Evil. Хорошее начало рабочей недели. Главное, что лето уже пришло. Можно, наконец, вылезать из дома почаще.
Да, что-то непонятное, но хочется заценить. Вот, спасибо, что смотрели. Всем пока. Выкинчились. Ну, это у тебя. У меня закончились. Пока.